Вероятнее всего, в чате есть люди, которые очень бы хотели, чтобы я прошла Ведьмака, и это было очень давно, многими оговорено, многими предложено, и вот, наконец-таки, простите, я еще сегодня глуха, я ничего не слышу, я очень удачно чихнула, не могу восстановить никакими махинациями свои слуховые аппараты. Вот. Так что, господа, извините, я тут немножечко пыталась понять, как дальше жить. Вот. Всем большой привет, всем прекрасного времяпровождения со мной. Всем замечательного времяпровождения со мной. Надеюсь, что вам... Что за старость? Нет, я же болею. Ну, пусть будет старость. Пусть будет так, да. Вот. И, соответственно, сегодня начнем такую игру, как Ведьмак. Многие из вас ее проходили, а может быть даже не один раз, а несколько. Так что, господа, принимайте в свои ряды. И если я где-то буду тупить, если я где-то буду не так что-то делать, пожалуйста, сильно камнями не кидайте. Потому что я играю, еще раз говорю, в эту игру первый раз. Ни разу не проходила, на прохождение видела раз 10, ничего себе. Ну, я заходила, так смотрела несколько раз. И все, и бросала. Блин, меня сейчас так бесит то, что я вот этим ухом ни хрена не слышу. От слова вот вообще. Вообще, блин. Классно, здорово, великолепно. Люблю, обожаю. Не играл, прохождение смотрел кусками. Так, я не хочу прям резко запускать. Сейчас, подождите, я еще чат открою. Сижу без чата. О, Donation, кстати, Donat Alerts не работает. Donat Alerts упал. Здорово. Классно. Значит, будем пока без него. Ладно.
Ну, кто готов? Плюс чат. За спойлеры первый матч, кстати. Ну не будь таким сильно... Как это... Сильно строгим. Не надо прям первый матч. Не надо быть настолько строгим. Всем большой привет, ребят. Всем привет. 133 лайка. Огромное вам спасибо. Большущее спасибо, что ставите лайкусики. Лучшие, просто лучшие. Всех в жбан. Да все проходили, конечно. Это я такая, здравствуйте. А я бы хотела бы попробовать пройти Ведьмака. Хотя у меня его вы попросили. Я бы, возможно, бы и не проходила бы. На самом-таки деле. Спойлер, Ведьмак всех победил. Какой хороший спойлер. Не забываем. Любишь сиськи? Ставь лайк. А здесь их, видимо, сегодня будет много. О, подождите, я вам запись экрана почему-то показываю. What the fuck? Oh my gosh! Вот. Вот вы собрались передо мной. Боитесь, дрожите, детей к груди прижимаете. По нашим землям прошел император Эмгыр. Осадил каждую крепостицу отсюда до Синих гор. Рвет и кусает нас, как бешеный пес. Люди севера, вы стоите у обрыва. Короли предали вас, и вы обратились к богам. Но вы не молите, не падаете на колени, посыпая голову пеплом. Нет, вы скулите, почему боги оставили нас? Пора вернуться на путь, с которого мы давно сошли. Было время, когда наш мир соприкоснулся с другим. Ученые зовут это сопряжением сфер. Волей богов силы зла проникли в наше обиталище. И в этой катастрофе родилась нечестивая сущность, что зовется магией. Но мы не Подтверждаю, запретили Алиртс ее. не робит. Нет, мы изучали ее ради власти и могущества. Спасибо. А что же чудище у наших дверей? Подлые останки сопряжения. Тролли, трупоеды, волколаки. Воздели мы меч против них? Или возложили эту ношу на других? На тех, кто зовется ведьмаками. На заблудших детей, обученных волжбе, чьи тела извращены богопротивными ритуалами. И они борются с чудовищами, хотя не отличают добра от зла. Искра человечности давно уже угасла в них. Да. С годами их все меньше. Но и поныне... Игра тихая, мне тоже так кажется. Подождите. Параметры управления звуком. Я вроде ничего не трогала. Но сейчас попробую потрогать. Не, здесь игра на всю. Здесь игра на всю. Сейчас послушаем. За деньги выполняя свою кровавую работу. Привет всем. Позоря нас самим своим существованием. Истерзанный войной север обливается кровью. Битвы есть удары бичей божьих, что очистят грехи наши. Вспомните об ужасах, терзающих наш мир извне. Дикая охота скачет по небесам каждая. Я еще в 2 раза тише слышу, чем вы, кстати. Эти всадники, вестники второго сопряжения уводят наших детей в неведомые земли.
Но можем ли мы обратиться вспять к свету? Хватит ли у нас сил изгнать чародеев и объединиться вокруг тепла вечного огня? Ночь, час меча и топора. В этой войне никто не поможет нам. Ночь, час безумия, час презрения. Замечательная игра обновлена. Спасибо. Как кринжово. Уж свернулся у реки. Только котик не спит и в окно все. На все на 100, прикиньте. Тоже от боли его защитил. Очень крипово. Мне стало не на секунду страшно. Так. Где здесь цензура? Я не хочу видеть... Ладно, я хочу видеть. Но на всякий случай нам нужно спрятать сиськи. Где это сделать? Так, добавить убрать оружие вручную. Это нам не нужно. Так. Ведьмачье чутье, эффект рыбьего глаза. Где сиськи? Цензура нет, страдай. Вы знаете, кстати, что вчера Ксюшин стрим, она же еще на этом стримит, на Твора. Ее там забанили за то, что там был писюн. Прикиньте, сегодня я максимум пыталась обозначить, что эта игра здесь будет хорошо. Запредельная. А как это, подождите, а что это за Геральт? Высокое качество — это Геральт. Окей. 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 Ну что, погнали? Новое начало. Сюжеты драки, боль и страдания, насмерть. Конечно, насмерть. Звук игры тише? Уже тише? Вы же до этого говорили, что громко. Ой, надо сделать. Я хочу сюжеты драки. Надо было нажать. Тупая девка. Почему тихо опять? Какой красивый мужчина. Ого! Я так понимаю, это Иэн? Если верить сериалу. Всем привет, ребят. Всем здрасте.
Жестко, жестко. Да, сериал я смотрела. Моя шляпа, наконец-то. С тебя лайк. Ничего не знаю. Конечно, 2 сезона. А почему он кончился? Что с Вороном случилось? Почему Ворон кончился? Так, это мы. Лежим такие, чилим под деревком. Ой, ебать, я громко сделала что-то. Аж обалдела. Секунду, я вебку чуть пониже сделаю. Мне кажется, она слишком высоко. Не хочу быть между его ног. Хочу быть где-то здесь. Можно заканчивать? Ворон исчез. Блин! Нет! И только не это! О, нет. Так, подождите секунду. Лацком. Когда мои уши отойдут, я не могу, я ни хрена не слышу. Унтер, спасибо, кстати, за донейшн. Приветик, Нияс, как дела? Наталья сейчас не работает. Сломали донейшн. Вот так вот. Не мне, правда. Но, ладно. Голяк. Гвинт? Не знаю. Он не слышал, да, что что-то залезло в воду? Слушай, это совсем не смешно. Я не хотела тебя веселить, только разбудить. Уже полдень. Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней. Иди, а то весь мир замучает ее своими гравюрами. Ну я пошел. Ага, пока. Да вы меня хотя бы держите в курсе, YouTube-то у меня жив или нет, а то мало ли. Я переживаю. Здравствуй, Маришка. Как самочувствие?
Ау, что-то новое сегодня на канале. Спасибо, Милман, привет. Ну, типа того, да. Можно назвать и так. Вау! Гамма, маг и чародей. Та-ра-ра-та. Надо что-то попотыкать, да? Только серебро. Золото мне не идет. Мог бы это запомнить. Какая она красивая. Я тут подумал, может, Цири подождет еще немного. Это не педагогично и неразумно. Третью мы не будем выбирать. Мне тебя очень не хватало. И мне тебя. Но у нас еще будет время. Я искупаюсь, сделаю макияж, а ты как раз позанимаешься и вернешься. Из всех женщин, которых я знал, только ты красишься перед сексом. А ты их так много знал? Не все ли равно? С каждой я всегда думал только о тебе. Ой, хорош, окей. Почему не все загорается? Я не поняла. Оу май! Привет, ребят. Ключ. От какой-то двери. От чего ключ? Ты весь сок выпила. Знаю. Можешь принести еще после тренировки. Блин, у них тут такая идиллия. Прям идиллия. Класс. Пойдемте отсюда. В дверь. Сука, где эта музыка? Бесит. Речи пусть будут погромче. Ладно. А речи пусть будут погромче. Правильно? Старый ведьмак крепко спит, а Цири, разумеется, куда-то пропала. Я первый раз прохожу, если что. Разумеется, она предпочитает теорию и практику. Что? Подъем, мастер. Какие скучные уроки, что ты сам на них засыпаешь. Вот холера. Я только прикрыл глаза, пока она делала выписки из гулей и альгулей. Ты дал ей этот кирпич? Ничего странного, что она заскучала. У Иоанна из Бруга не самый легкий язык, зато пишет он обстоятельно. Это тебе не нынешние глупости. Что, опять на маятнике? В смысле музыку вернуть? А я сколько раз ей говорил, не тренируйся одна, только ошибки закрепишь. Отведи нашу барышню на Нижний двор. Если хочет позаниматься, милости просим. Не сердись на нее. Как тут не сердиться? Эта сопля все должна сделать по-своему. За это ты ее и любишь. Ну ладно, и я не без греха. А значит, мне ее и к порядку призывать. К чудовищам нельзя относиться легкомысленно. Если Цири хочет стать одной из нас, ей придется это понять. Увидимся внизу. Я думал, скажет в аду.
Нет. Понятно, почему ты так сюда рвалась. Бей. Не свезло. Цири, ты не в цирке. Пируэт? Нет. Ноги. Хватит. Слезай. Сальто? Как иначе? Можешь снять Маленькая повязку. такая. Есть еще над чем поработать. Гном. Рефлексы слабоваты. Для ведьмака может быть. Думаешь, утопец или стрыга будут тебе поддаваться, потому что ты не прошла ведьмачьих мутаций? В любом случае, на твоем месте я бы боялся Весемира больше любой стрыги. Пренебрегать его заданиями неразумно. Ой, да ну, эта книжка была страшно скучная. Я знаю. А ты знаешь, что это не повод. Ой, прости, я все поняла. Больше не повторится. Очень надеюсь. Весемир сказал, если ты еще раз так сделаешь, он заставит тебя съесть миску слизней. С А что солью. так быстро разговаривает? Вот-вот. Так что веди себя хорошо. Пойдем позанимаемся внизу со А остальными. сейчас опять медленно. Мы побежим через стены? Конечно, через стены. Ты в школе ведьмаков или в оранжерее? Я внизу первая. Через стены? Только если свалишься. О. Так. Это все? Что я говорил о дыхании? Дыши ртом в ритме шагов. Это все что есть через стены? Хера он Цири, попрыгунчик. не кривляйся. Ой. Я сказал, что тебе нельзя так делать. Серьезно? Окей. Я внизу первая. Только если свалишься. Что я говорил о дыхании? Дыши ртом в ритме шагов. Да ладно, ну тут ж не высоко. Цири, Ладно, не окей. кривляйся. Окей. Привыкай к быстрой или медленной озвучке. Основной сюжет весь в такой озвучке. Я Серьезно? внизу первая. А почему? Только если свалишься. Хорошо, я поняла. Я буду вот за девочкой идти и все. Какая она маленькая? Г8? Что я говорил о дыхании? Дыши ртом в ритме шагов. Цири, не кривляйся. Не успела дописать, уже второй раз умерла. Да. Что? Застрял? Блин. Тебе помочь? Немножко застряла, да. Блин, знаете, чувствуется графика не нынешних... Не нынешних игр. Вот эти вот прыжки, которые какие-то непонятные. Что тут потрогать? А, сжечь. О, прикольно. Это что? Ну и ладно. Куда? А куда дальше-то? Ой-ой-ой.
Ты что-то хочешь сказать, госпожа моя? Это играется в Warzone свои, да? Угу. Я ужасненько виновата, дядюшка Весемир. Молодая Ужасненько. кровь требует дела. Я понимаю. Но в бою знания важны не меньше меча. Ты должна хотя бы гуля от альгуля отличать. По отметинам, якоже у пантеры тигриной, в зерекании живущей и телом нездраво бледной. Значит, ты прочла раздел. Но ты все равно должна была спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Весемир. Не верти хвостом. Ведьмак должен уметь обмануть противника. Сам же говорил. Может быть. Но не испытывай мои советы на Весемире, хорошо? А то доиграешься. Ну да. Ладно, хватит болтать. Геральт в паре со мной, Ламберт с Эскелем, Спасибо, Цири с спасибо, куклой. большой грешник. Спасибо. Опять? Не привередничай, берись за меч. Ну что, повторим основы или сразу спарринг? Повторим основы. Начнем сначала. Даже мастерам стоит иногда вспоминать основы. А Цири новичком-то назвать сложно. Доставай меч, Геральт. Итак, битва, битва. А как достать меч? А, Быстрые удары. Раз, а что два, значит? три. Сильнее, чтобы удар в костях чувствовался. Эй, барышня, локоть при ударе не выпрямляй. Так. Уклоняйся. Ноги, Цири, про ноги не забывай. Так, так, так. Альт. Хорошо. Блин, тут еще и альт используется. Стар я для всего этого. Сука, у меня вылезла панель NVIDIA, подождите. Сочетание клавиш уберу у NVIDIA, потому что оно мне вылазит теперь. Пусть будет Alt-N. Эй, а ну-ка перебинди мне. О! Она не хочет мне перебиндить. Ну и пошла в жопу. Будет Alt-Z. Все, хорошо. Так. Это уклонение, мы поняли. Теперь блок. Цири, смотри, под каким углом Геральт держит меч. Что теперь? Что мне блокировать? Я дерусь с глупой куклой. Научишься плавать. Пустим воду. Репост. Удар. Отвечай. Может, погода меняется. Вот тебе. Кто следующий? Так, так. И раз. Привет, привет, ребят. А теперь, барышня, займемся ведьмачьими знаками. Начнем с Квена. Аку. Квен иногда называют ведьмачьим щитом. И смотри почему. Прикольно. И чтобы искры летели. Видишь, если бы не Квен, я бы оказался в... Стар я для всего. Стар, Геральт! Давай! А что, нам еще нужно что-то попробовать? А, арт.
Поняла? Арт собьет с ног любого, нарушит ритм, отбросит ненужную вещь. Ну, Переходим сколько к мне акции. еще ждать? Сучья кровь, как я его не люблю. Атаксия все в голове. Затуманили рассудок ему. Теперь Ирден. Помнишь его? Нет. Видишь, Цири? Так я и шевельнуться не смогу. Прикольно. Кидай бомбу. Не бойся, Бомбу? Цири, Квен выдержит. Встаньте на отмеченное место. Встали. Ой, прошла его. Красиво. О, где- Да блин. А, мне вон туда надо было кинуть. Кто теперь? Вот, все, я попала. Ладно, достаточно. Теперь спарринг. Опачки. Ой. Голова кто-то летела. Ты, блин, привет. Ух ты! Да ты просто зверь! Цири, давай слезай. Ах, вот же дьяволенок. Как вернется, Да, есть такое. посажу ее полировать все мечи Каэр Морхена. Ты нашла шлем? Цири? Будешь чистить все мечи до последнего. Да, есть такое, что это долгая игра. Надеюсь, оно зайдет на моем канале. Что за... Веселее! Я долго ждал этого, Белый Волк. Нет! Пам-пам-пам. Мы что-то вспомнили. Замечательно. Все в порядке? Кошмар приснился. Можно не играть, мы можем просто смотреть. И все. Долго рассказывать. Заря еще не скоро. Время есть. Кто новенький, можете не стесняться подписываться на канал, будет приятненько. Все началось в комнате для гостей в Каэр Морхене. Я грелся в бадье, а рядом была Трис. Йеннифер. Забавно, да? Ее там и не было никогда. Но во сне все было такое настоящее. И она чем-то парила тебе мозги? Угу. Тогда все точно как наяву. Мы найдем ее. Потом я пошел за Цири. Мы вместе тренировались. Вот были времена. Маленькая разбойница. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее, но ни у кого не было ее характера. Закончилось все не слишком хорошо. Я про сон. Не слишком. Появилась дикая охота. Они бросились на Цири, а я не мог двинуться, стоял как столб.
Это только сон. Сейчас рассветет, пора ехать. Что-то мы долго общались, да? Поставь. Так что аж рассвело. Покажи-ка мне письмо от Йеннифер. Может, ты упустил что-нибудь? Ничего я не упустил. Мы должны были встретиться в Вербицах. Только их спалили дотла. Остается идти по ее следам, так что... Помолчи немного и дай мне письмо. Ага. Пахнет сиренью и крыжовником. Ты собирался его читать, а не нюхать. Нам надо встретиться как можно скорее. Вербицы увызимы. Там нам больше делать нечего. Тут еще по скриптам. Единорог по-прежнему у меня. Это она о чем? Блин. Ладно, мы не будем рассказывать. Это личное. Очень личное. Понимаю. По крайней мере, мне так кажется. Может, и не совсем, но думается мне оно и к лучшему. Вернемся к делу. Как думаешь, сильно мы от Йеннифер отстаем? На 2-3 дня. След свежий. Только вот ведет он на Большак, а там его наверняка уже затоптали. Постой. Фига ветер Слышишь? такой. Слышу и чувствую. Гули. Опа! Мы будем драться! Чудовища! А чё, у меня нету ничего? Жаль, нельзя несколько всего этого понатыкать там на циферки и все. Ну, конечно. Когда войско проходит, за ним Жаль. по пятам идут А трупоеды. все, я поняла. Надо, Идем, надо. пока новые не набежали. А что, мы не можем его обыскать? Собрать таровые. Мы его обыскаем. Я тут понасобираю. Ножкой вверх. Понял? Понял. Так. На всякий случай мы соберем все, что здесь есть. Вдруг оно нам пригодится. Опачки. Крафтить это, да. Сейчас все будем делать. Я рассказывал. Встретил я как-то чародея, который утверждал, что это, мол, исключительно полезные существа. О, подождите. Потому что из их крови можно варить эликсиры? Нет. Потому что они, Птичий поедая череп гниющие в тела, кристалле, предотвращают Отлично. эпидемию, подсказывает, что он принадлежит яд. Вот этот череп, который кончился. Да-да-да. Уехали. Я готова. Нужно больше лута. Да-да-да-да-да. Знаки не забывай. Да вот были бы знаки на циферках, там 1, 2, 3, было бы попроще. А не вот это то, что на 1 мы достаем меч. Ё-моё. Лошадь карьер. Плохо для наших война повернулась. Кто тут наши? Лошадь Королевство энергия. Севера. Теперь скорее королевство Родовида. Ни Тимерии, ни Каэдвена Что-то больше такое нет. себе Но Давид приветствие. говорит, что как только выиграет войну, Не особо дружелюбные. вернет войска на старые границы. А ты веришь? Я могу это Надо во собрать? что-то верить. А то Я жить хочу не это хочется. собрать.
Плотва. Мы сейчас из боярышника, знаешь, что сделаем? Такую настойку. Вообще, блин. Хочу настойку из боярышника. Но это не боярышник. Какая-то женщина плачет. А что женщина плачет? Давайте поговорим. Что плачешь? Не плакай. Странный ты мужик, да неплохой, сразу видно. Чё, барышня-крестьянка плачет? Ты чего меня толкаешь? Блин, пацан в лошадь ударился. Что случилось? К твоим услугам. А что Странный случилось? ты мужик, да неплохой, сразу Ну не видно. хотите, не разговаривайте. Все, до свидания. Я поехала. Где моя лошадь? Простите. Упс. Вперед, плотва! Эй, Ай. эй! Вон кто-то убивает их, смотрите. Шевелись, плотва! А мы их можем убить? Или они Лена слишком еще? Как хотите. Ой. Как будто уснула. Давно не сгорел, вот и плачет. Ну, он не хочет помощи, и надо, и не надо. На помощь! Помогите! Бедная лошадка. Жесть, конечно. Тоже, блин, мне ведьмак взял это. Дал себя ударить. Не уклонился. Улетел? Да, с твоей кобылкой. Вылезай! О боги! Я ж едва не кончил так же, как моя кобылка. Это если бы повезло. Твоя Кобылка. кобыла умерла сразу, а грифоны любят помучить. Едят живьем по кусочку. Вам надо думать, вознаграждение полагается. Не, мы добрые. Ты нам ничего не должен. Ты попал в беду, мы тебе помогли. А говорят, что у ведьмаков сердца нету. Мол, они без платы и пальцем не шевельнут. Нижний донат, А еще говорят, донат, будто донат мыши не из гнилой сломанный. соломы родятся. Донат П не сломанный. Донат Аль Как там сломан, след? донат П нет. Как я и Заходи на говорил, донат П. доходит до большака и обрывается. Затоптан. А вы ищете кого? Да, одну женщину. Невысокая, длинные черные волосы. Видел такую? Нет. Ну вот что. Тут, в Белом саду, есть корчма, единственная в округе. Проезжие часто там останавливаются. Так, может, чего и узнаете? И вот еще что. Хозяйкой там моя двоюродная сестра. Скажите, что Брам вас послал, так она вас примет как родных. О, это хорошо, Неплохая спасибо. идея. Тем более тебе рану нужно очистить. Да что Ты там, на тот отправил? он меня едва царапнул, но... Ржаной водки. Сейчас я посмотрю еще раз. Но у меня вообще на этот сайт не заходит. Да, у меня этот сайт вообще лагает. Вот какие-то такие переживания, дела. Так, запустить последнее. Он пипец как троит этот сайт. Главное, чтобы не ты вместе с ней, как говорится. У меня он не загружается. Но огромное спасибо за донейшн. Очень признательна. Такой, знаешь, холодный. Прямо из погребка. Так едем. Так. А что мы можем забрать с собой? Травы какие-то можем забрать?
О, трава какая-то. Ого, сколько здесь трав. Мы забираем все. Вдруг нам нужно будет на что-то обменять. А у нас уже все есть. А как лошадь позвать? Поехали, кобылка. Ну, пошла. Лошади дороги. Вот так вот. Значит, Спасибо большое. Спасибо, ребят. Привет Грифон всем. так близко к деревне. Странно. Вот и мне так кажется. В лесу, в горах, да, но здесь, у большака. Может, это из-за войны? Повсюду трупы, По запах грузит, крови, а паленой плоти. донат алерс нет. Иногда это сводит чудовищ с ума. Людей тоже. В Белом саду надо быть поосторожнее. Так что, господа, если что, переходите лучше на донат. Ну, там 2 ссылки. И как только Можно что-нибудь разные узнаем, потыкать, сразу посмотреть. поедем дальше. Меня уже эти подсказки начали бесить. Ну-ка, не мешайтесь под ногами. Гусик! А, ой. Скоро лаврушку будем жрать. Все зерно у нас забрали. Отлично. Хамы, вообще хамство какое-то. Фу. А еще лучше сразу на карту. Ой. Ну, конечно, хороший метод. Что? Сними это, пока не поздно. Сними это, пока не поздно. Между прочим, Герб, те мерзкие лилии, пускай висят. У нас уже не Тимерия, дед, а Нильфгард. Сними это, пока не поздно. Поздно, уже поздно. Пойди пописи. Да не в жизнь. Фига, у меня опять кожа шелушиться начала. Вообще, блин. Иху! Привет, привет, ребят. Если кто-то из вас отправил донат на Donation Alerts, а мне не пришло, ребята, огроменное спасибо за донейшн. До меня дойдет он чуть позже, когда донат отлагает, но в любом случае огромное спасибо. Всем большой привет, кто присоединился к стриму. Мы добили почти 300 лайков, обалдеть, я только сейчас это заметила. Спасибо большое. Новенькие, не стесняемся подписываться. Чё? Ведьмаки? Я с выродками не пью. Тебя никто не заставляет. Прошу прощения за этих пьянчуг. Да ничего, мы привыкли. Люди здесь нервные. Мало того, что войска только прошли, так и Грифон шныряет. Да уж, мы с ним уже успели познакомиться. Встретил я твоего родича, Брама. Брама? Что с ним? Живой. Передает привет. Судари-ведьмаки? Еда и питье за мой счет. Чего изволите? Так я же заболела, ребят. Покажи, что у тебя есть. Оп! Титьки. Она сказала, еда и питье за ее счет. А это продать? А это купить? Да в смысле? Еда и питье за ее счет? Меня обманули? Фак! Я обманута. Итак, установили 50 здоровья. Установили 50 здоровья. 80, 50, 50, 50. А почему курица дороже? Эффект длится 10 секунд. Эффект тоже длится 10 секунд. Непонятно. О, ого! Ясно? Теперь ясно так старался писал, оказалось сломалось. Да, я не знаю, что такое, не слышь. Огроменное тебе спасибо, это раз. Вот, да, у них что-то там
сломалась. Не знаю почему. У меня вообще, получается, не заходит. Да, бля, как выйти-то отсюда? Спасибо Я большое. ищу одну женщину. Темные волосы, фиалковые глаза. Одевается только в черное и белое. Ехала из Вербиц. И... Знаю, что это звучит глупо, но пахнет сиренью и крыжовником. Не видал такой. Я бы запомнила, уж поверьте. Да, ее не забудь. Почему лошадь жопой стоит в окно? Может, кто другой вам подскажет. Много тут приезжих со Вы всех видели? сторон. Поспрашивайте. А денег-то дают за Грифона? Эх, пока нет. Раньше, если такое чудище в округе гнездо совьет, староста на награду в складчину собирал. Или ехал к господину просить помощи. А теперь староста даже в нужник без согласия черных не ходит. А господина, кажется, повесили. Это я не браковала, кстати. Жалко. Мы бы помогли, только не за даром. Я ее так не браковала. Спасибо за все. Помочь тебе с перевязкой? Успокойся. Я еще не совсем рассохся. Тогда поспрашиваю про Йен. Угу. Только лучше бы нам поменьше внимания привлекать. Слышу, черные уже поля меряют. Да и... Я кое-кого ищу. А мы покоя ищем. Отойди, приблуда, покуда у нас пиво в кружках не скисло. Ни хрена себе. А что это за значок? Мне надо задать всего пару вопросов. Глухой ты или как? Никто тут с тобой болтать не будет. Если тебе компанию хочется, так в хлев иди, скотину у кормушки развлекать. Ну ты ему подосрал, Мика. Я теряю терпение. Как оно выйдет, ваши головы покатятся по земле. Да мы только шутейно так говорим. Была здесь женщина со смоляными волосами, одетая в черное и белое? Мы ничего не знаем. Не трогайте нас. Знаю, как все. Отвали. Не станем мы с тобой Оставь языками нас. трепать. Мы с тобой ни болтать, ни драться не хотим. Окей. Еще раз. В игре 4 фракции. Пустая трата времени. Скорее Земля станет вращаться вокруг Солнца, чем ты поймешь правила. Правила? Могу я тебя отвлечь на минуту? Почему нет? Альдерт Гейерт, заслуженный профессор Академии. Читаю курс современной истории. Геральт из Ривии, ведьмак, незаслуженный. Я ищу одну женщину. Длинные волосы, одета в черное и белое. Ты видел такую? Разумеется, нет. В отличие от Охлоса, я знаю, что Вестница войны лишь сказка. Вестница войны? О чем это ты? Люди болтают, что по ночам через поля ездит морок, который выглядит как прекрасная женщина, такая, как ты описал. За ней движется войско, а того, кто перейдет ей дорогу, ждет несчастье. За последнее я лично ручаюсь. А ты знаешь, где ее в последний раз видели? Нет, меня интересуют факты, а не легенды. Я болею, ребят, я сижу, не могу дышать, я не слышу половину, потому что я чихнула до начала стрима, я, короче, чихала несколько раз. Вот, и я не слышу надо ухо. На второе я наполовину слышу, поэтому, чтобы вам такое сказать, я не грустная, просто что-то было невкусное. Война уже дошла до Новиграда? Нет, но это вопрос времени. С одной стороны реки Нильфгаард, Еще одна с ноздря другой не дышит. Редания. Они облизываются на город, как псы на мозговую Вообще кость. не дышит. Эта кость застряла в горле у многих, владык. Правда. Это вообще Мы не в пофиг. Новиграде ценим свою свободу и знаем, как за нее сражаться. Ага.
Особенно ученые. Сражаться можно не только мечом. Не забывай, что архитекторы нашей академии спроектировали городские стены, которых еще не сокрушила ни одна военная машина. Мне надо идти, прощай. Погоди, ведьмак. Мне кажется, ты гражданин мира. Может, ты и в гвинт играть умеешь? Гвинт? Нет. И у меня нет времени учиться. Но ведь это так просто. Давай, сыграем. Блин, давайте попробуем. Вообще, почему нет? Отлично. Сейчас объясню тебе правила. Это что такое? Почему вы мне полоску забили? Это что, это все было в Donate Alert? Серьезно? А у меня полоска сломалась, или вы в Donate Alert столько накидали? А он не работает. Ой, ба. А что это сейчас зависло все? Вы делаете теперь вход. Для начала возьмите из колоды 10 карт. С ними вам предстоит играть всю партию. Других карт вы не получите. Используйте их с умом. Ага, хорошо. И это карта отряда. Число в верхнем левом углу означает ее помощь. Ага. На поле битвы это число прибавляется к суммарной мощи игрока, выложившего карту. Так, это значок ряда. Вашего ряда. Ага, все, я увидела. Значок показывает, в каком ряду на поле битвы можно разместить карту. Хорошо. У некоторых карт отряда есть специальные умения. А что вот это умение ему дает? Дает +1 тем отрядом в ряду, кроме себя самого. +1 это типа у меня не 1, а 2 будет, а у тёлки будет не 4, а 5? Так? Так. Ага. В самом начале каждой игры нужно кинуть до 2 карт и взять вместо них новые. Но скинуть. Скинуть. Ну давайте. Так, здесь находится поле битвы. Так, это сколько у меня? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Подождите, я потерялась. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, здесь все верно. Так. Мне... Это понятно, что это противник. Во время хода... Как-то все путано. Сейчас мы разберемся. Сейчас мы разберемся, как играть в эту игру. Ты думаешь, мы сольем все карты? Обидно стало. Не верите в меня? Во время хода игрок может выложить на поле битвы 1 карту или спасовать. Ага. Ага. В каждой колоде есть лидер. Он обладает специальными умениями, которые можно использовать в бою только 1 раз. Атаковать специальным умением можно в любой момент, нажав X. Хорошо. Как выкладывать карты? Нажмите Enter, чтобы взять карту в руки. Нажмите Enter, чтобы выложить ее на поле. Ваш ход. Ну давайте вот его поставим. Вот его поставим вот сюда. Ага. Сила 1. Понял. Блин, я 1 поставил только. Так, у него 2. Так.
Если его сюда ставить, это будет как-то... Или не сейчас? Или сейчас? Ну давай сейчас. Так. Какой-то вот этот чувак сильный, и не хочу его трогать. А если будут какие-то условия, к примеру, дождь или мороз? Ну ладно. Сильный, потом сначала выбирай мелочь? Ё-моё, вот это ты не вовремя мне сказал. А куда я его могу поставить? А вернуть можно? Можно женщину оставить. Погоду кидать. Как ее кинуть? Фак, у нас... И зачем я кинула? Надо было не трогать сюда, его пока не ставить. Вот, не надо было его пока ставить. Ну, у меня осталась погода. И чё? Я последняя пасую? А, я выиграла раунд, получается. Ни хрена не поняла, но очень интересно. Ну, а какой у меня ход? Поставить, конечно, только одну карту. Ай. Ёма, и что делать? Использовать карту лидера? Что мне делать? Пасовать? Ну давайте попробуем способность лидера, ладно. И что-то ни хрена не помогло. Откуда он берет карты? Откуда у него 2 карты осталось? Ладно, я выиграла и хватит. Ты, оказывается, дока в этой игре. Тупока, я бы сказала, я в этой игре. Больше не буду в нее играть. Ты захочешь сыграть с настоящим мастером? Спроси Штепана. Он вроде простой кабачик, а в Гвинт обыграет любого. Я запомню. Спасибо. А пробел надо было зажимать. Победила и хватит. Кто
кто-то со Сбербанком шалит? Я что-то не поняла. Нифига какая в донат комса хорошая. Лучше на Сбер кинуть циркумфлекс, подчеркивание циркумфлекс. Ничего себе, там на Сбер мне прилетело, спасибо большущее. Огромное спасибо. Так, это я в тайник выложила? Я аж обалдела. Это что, это на то, о чем мы общались? Спасибо тебе большое. Ничего себе. Как и все. Нет, не как все. Вытащил на способности лидера. Сиренью и крыжовником. Одевается в черное и белое. А, у него карты остались после пасовки. Это улучшит тебе настроение. Поняла. Я не пью с незнакомцами. Да ладно, я понимаю, место это занюханное, но рюмочку для аппетита ты бы мог пропустить. Давай лучше к делу. Ты Рюмочку для аппетита. Йеннифер из Венгерберга? Ты, дед. А как он узнал, о ком мы? Я не говорил, как ее зовут. Но хорошо ее описал. А у меня так. Если я хоть раз что услышу, то никогда не забываю. Кто ты? Паршивый бродяга. Гюнтер Одим, к вашим услугам. Бродяга — это теперь профессия? Я одинокий бродяга, любви Казанова. Потому веселая молва окрестила меня также вечный господин любовник и Зеркало вечный и злодей, стеклянный человек. сердцеед. Откуда ты знаешь Йеннифер? Что за вопрос? Из баллад мастера Лютика. У бедного торговца нет другой оказии прикоснуться к великому. Ком очень слабо играет если в только гвинт. ему не повезет, так же, как мне. Я в карточных играх, вот именно в таких, вообще ни хрена не знаю на самом деле. Ведьмака. На самого Геральта из Ривии, мясника из Блавикена. Ты видел Йеннифер? Прости, но я просто обязан спросить. Речь идет о любви? Конечно, мы тебе сейчас все расскажем, Не твое это ага. дело. Сейчас тебе все расскажу. Бродяга не заслужил, чтобы перед ним отчитывались. Говори, что знаешь. Пока ты не появился, мне и в голову не приходило, Я на самом что деле это в шоке, Йеннифер. Аксель. Огромное Кто бы спасибо. мог подумать? К делу. Разведчик Нильфгардского гарнизона ее видел. Где? В их лагере. Она ворвалась туда среди Да, ночи. на здоровье на Черная и песенке. белая. Юно подчеркивание. Крыжовник и... А ты уже посчитал, сколько это 8% от стоимости? И помчалась дальше. Скидки. Куда? Я не всеведущий. Огромное тебе спасибо. Спрашивай в гарнизоне. Спасибо. Мы, люди с Большака, должны держаться вместе. Может, когда-нибудь я окажусь в беде, а ты будешь поблизости. Несложно, игра очень интересная. Спросите у кого-то там еще. Так, а где здесь выход? Вот он выход. О, привет, пацаны. Ну что, выпил? Ага. Тогда упердывай. Пёрдовый. Нам здесь таких не надо. Либо первое, либо мы их успокаиваем. Что делать будем? Может, еще кого на помощь позовете, а то вдруг втроем не справитесь. Чё? Да я б тебя один настучал. Будь у меня мешок на голове и руки связаны. Хотя нет, тогда тоже нет. Чеслов, Лешка, отойдите. Дам бродяге науку 1 на 1. А, мы пошалим? А! Хорошего понемножку.
Приятно было познакомиться. Я думала, ну, конечно, будет как-то немножко по-другому. Во. А ну, спрячь свой меч. Людям не нравится. О! Так. Чертяка змееглазый. Я тебе сейчас мечом в жопу вторую сделаю. Как Кузнецов сынок Смотри, пропал, курочка. Мужики начали ведьмака пытать. Вот и снова увиделись. Благодарю за спасение. Без вас мне б конец пришел. Люди всякое болтают о ведьмаках. А я всегда говорил, это ремесло порядочное. Вижу, товары ты сберег. Теперь жду, пока починит повозку. Время идет, убытки растут. Не нужно ли вам что-нибудь? Отдам за полцены. Ну давай. Дай-ка взглянуть. За полцены, а у нас денег нет. А что это такое? О, седло красивое. У-у-у! А у нас ничего нет, мы ничего не можем купить. Даже шкур не можем купить. Ключик! Будем покупать ключик? Нам нужно покупать ключик? Какие блоки? Нам не нужны эти блоки, знаешь ли. Так что, ключик берем? Или он нам не нужен? Ладно, потом придем. Береги себя. Доброй ночи, кто уходит? Я одинокий бродяга, любви Казанова. Опа! Опа! О, бу-бу-бу! Смотри, какая страшная. Кто сказал? Бойся меня! Бойся! Бля, не боится больше. Гуси, гуси, га-га-га! Яичко взяла. Ау-ау-ау-ау-ау! Сейчас, спрячь. Ой, зачем? Я лошадку позвала. Боги! Спасибо. А чё, с кем разговаривать надо? Лаврушку будем играть. Зерно у нас забрали. Видишь, на полях Нильфгарской страны Эмгир император наделал. Что, мне ждать, когда он допоет? Ага. Мне мама не позволяет с чужими разговаривать. Ну и пошел ты в жопу. Это что такое? Мы задание понабрали, да? Ну, чешка. Ну и пошел. Отлично. Я одинок. Что здесь произошло? А вот что-то прохладно мне стало ночью. Вот я и развел огонь под кузней. Это что такое? Так приятно. Заодно и колбаску пожарил. Бля, Ну что как себе ты думаешь, что позволяет, случилось? а? Баран, Охренеть! спалили мне халупу. Спасибо большое, Щаксель. Все я потерял. Все. Я аж потекла. Ты слышишь, да? Мне очень жаль. Ты кого-нибудь подозреваешь? Да всю деревню. Я живу здесь Я, кстати, полвека, не думал, они меня ем ни своим гусятинку, ни утятинку. Но всё Они, поменялось, мне когда кажется, пришли очень чёрные. твердые. Я единственный кузнец в округе, так что приходится и на гарнизон работать. Клепаю пугнутые панцири, подковы ставлю, все такое. Кто там? Аксель, да? Вильгарцы не платят На ни карту гроша, мне задонатили. дают только материалы и приказывают. О, Жекус. А люди-то не верят. Они думают, что я богатею на их несчастьях. Сплю на куче золота, вроде как дракон. Михаил, здравствуйте. Перестали со мной разговаривать. Плюются при виде меня. А теперь вот это. Я одинокий бродяга. Я могу найти любви этого поджигателя, Казанова. если ты готов заплатить. Немного у меня осталось. Теперь же 13% с но перевода я дам берут. тебе все, лишь бы ты Разве? привел этого Я переводила сукина вообще сына. без Но с процентов. пожара я слышал, как что-то шевелится за хатой. Я там потом поглядел, но никаких следов не нашел. Но у меня же нет кошачьих глаз. Ладно, удачи. Ладно. Мне захотелось жареной свининки. Мне захотелось жареной свининки. Говоришь, тяжело тебе?
У тебя крыша над головой есть. А это уже Куда мы идем? Как черные вы зиму осадили. Мы травы собирать будем. Что это у тебя с рожей? Родилась такой. Лишь бы нам солнышко светило. Фига там орут? Вы орете, как будто сексом занимаетесь. А можно поджечь? Поджечь! Болтаешься тут, словно говно в проруби. Это мне? Как его толкнуть? Блин! Посмотри в свои... А он что, без трусиков? О! Эй, ты! Добрый день. Ха-ха! Прикол. А зачем нам в эту сторону бежать? Не знает торговца, который один раз в Нильфгарде побывал. Ой, какие там дива. Я дико извиняюсь. О, диванчики. Любят девочки. Ты слишком много себе позволяешь. Я расстроила стражу. Не беда. Мечту, бляди пест. Я предупредил. Это подозревай! Пошли в жопу. Я передумала. О, свинки живы. Лошадь зависла. А когда борьба закончится? Скоро лаврушку будем жрать. Все зерно у нас забрали. Ля, бегают, орут. Это самое. И это самое. А куда мне надо? Отлично. Отлично. Хорошо. Замечательно. Понял. Куда мне? А мне аж туда надо. Охренеть. Ну, поехали. По дороге будем пукать с облаками. Это мне надо. А ты любишь сверчков? Ты их грызешь или глотаешь? Пацан, ты про это поосторожней, поаккуратней. Добрые женщины. Ну да, наверное, лошадь нужна. Почему я с лошади не могу ничего поднять? О, олень! Олень! Стой! Черт! На! Стоять! Какого фига мы не бежим так быстро, как он? Я хочу его убить! Блин! Ой, сука! Я сейчас тебя поймаю! Ты посмотри! Я что, не могу убить оленя? Почему я не могу убить оленя? Какого фига? Ребята, а я что, не могу убить оленя? У меня вопрос. Почему я не могу убить оленя? Ну не могу и не могу. Ладно. Не очень-то и нужен. Надо было по дороге скакать. Вернее, было бы... Вообще, блин.
Что, я не могу ничего с этим... А что я не могу с этим ничего сделать? А, ой-ой-ой! Ха-ха-ха! А-а-а! Вон оно что. Что за звук? Прикольно. Господин ведьмак! Здравствуйте. Что случилось? Чудовище! Чудовище из болот! Говорили мне, что здесь дорога опасная, а я не послушал, и по делам мне! Господин ведьмак. Меньше Как стенаний, звучит. больше фактов. Что случилось, как помочь, и помни. Ну-ка, Ведьмаки за даром не работают. Блин, почему олень не смогла убить? Ну, собрался я к черным торговать. Вдруг конь переполошился и понес. На колдобине вылетел, и я скозил, а повозка поехала дальше. Вдруг слышу Отчаянного какое-то сделать. бульканье, ржание и чавканье. Кобыла Что-то утопла. там было. И что-то, кажется, сожрало сивку вместе с копытами. Товар в повозке, а мне и проверить страшно. Я подумал, может, вы? Больше всего мне один сундучок важен. Принесите его, очень вас прошу. Ладно, схожу. Нахер я Когда квест найду взяла? сундучок, дам знать. Понял. Хлебушек. Мало действует. Еще хлебушек. Я так понимаю, здесь очень много волков, правильно? А какое задание? Типа я... Ну, а я по заданию иду, нет? Ёп. Я же вроде по заданию. Вот сюда еду. Или не, а какое еще задание? Пока вроде никаких, вот какие-то еще вопросики. Пару вопросиков встало. А я смогу убить хотя бы одного? Вон они ходят, я их сейчас взорву. Какие вон... Какие... А что это такое? А ему пофигу? Ой. О, попала. Ну, слушай, с 4-м уровнем я вроде справляюсь нормально. Какой-то он страшный. А с него ничего даже поднять нельзя. Вообще с него даже ничего не поднять нельзя. Ну зачем он мне тогда? Это опять 14 уровень, да? Это тут волки. Нужно задание выполнить. Ну, выполню позже. Чем у меня лошадь не бежит? Ну же! А, здесь аккуратно надо было? Лафор! Это военный лагерь. Местным вход только по разрешению командира гарнизона. Я похож на местного? А, это Ты основное похож на задание, того, понял? кто ищет неприятности. Наоборот, я от них избавляю. Я ведьмак. Оу. Ведьмак? Ты
Капитан Петер Саар Гвинлеви сейчас в башне, за воротами направо. Надо полагать, у капитана есть ко мне дело. Это армия, Нордлинг. Здесь не спрашивают. У какой бука-бука. Какой же он бука? Нордлинг. Я к вам пришла травки пособирать. Не против? Нам придется ликвидировать часть точно, ваше превосходительство. Ну ладно. Ему надо есть, правда? Я хотела максимум. Так точно, ваше. Так сколько деревня даст зерна? Сколько скажете, ваше превосходительство? Хочу... Посмотри на мои руки. 2 мешка. На, смотри. Мозоли видишь? Какое я тебе, ваше превосходительство. Крестьянин Мозоли на я. руках? Так и давай говорить как можно. Все мы знаем, откуда они. Сколько сможете дать? 40 корцов. Было и больше, только наши, то есть темерцы, раньше уже забрали и... Дадите 30, уже хорошо. Ну, по рукам? Скоро жду транспорт. Благодарю, покорнейше благодарю. Кроме старосты, я вызывал только кузнеца Вилли, краснолюда. Ты для него высоковат. Какие-то волосы рыжие. В логике тебе не откажешь. Геральт из Ривии, ведьмак. Ватгерн. Понятно, почему я не слышал шагов. Чего надо? Йеннифер из Венгерберга. Куда она поехала? Ох, я что-то Это соскучился. военная Может, тайна. раз банишь, а? Ты все еще не выставил меня за дверь, не позвал караул. Значит, у тебя есть предложение. Тут в окрестностях завелся Грифон. Убей его. Тогда посмотрим, что можно сделать. Как хорошо, когда в игру не играл. Можно расслабиться и смотреть спокойно Луэл. Спасибо большое. Спасибо. Да. А вот у меня такого нет. Мне донейшн не показывает, кстати. Он, видимо, вообще сломался. Я вижу донаты. Чайковский, спасибо большое. Иногда смотрю твои стримы, и чё ты чересчур грустная стала. Не знаю даже, что с тобой. Я болею. Я болею. И Аксель, здравствуйте. Там ни хрена себе прилетело, конечно, тоже. Спасибо большое. Балуйте меня. Спасибо. По рукам. Но прежде чем я начну, пара вопросов. Ты знаешь, где у Грифона логово? Сперва он держался возле Лисьего Бора. Я послал туда патруль 5 молодых ребят. 2 дня спустя их нашел охотник. Я бы их не узнал. А я, кстати, это начало у кого-то смотрела. С тех пор Грифон нападает где попало. В Там, деревне, кажется, сейчас будет грустненько. в полях, на тракте. Значит, он бросил логово. Придется ставить ловушку. Судя по твоему тону, это будет непросто. Чего тебе нужно? Для приманки мне нужна одна травка, крушина. Грифон почует ее запах за 10 миль. Крушина? Впервые слышу. Но я еще не слишком хорошо говорю на всеобщем. Да, наверное, сперва ты выучил основные выражения. Руки вверх, вздернуть. Нет, сперва были поговорки. Например, «Не играй с огнем». Хоть у Загляни нос к Тамиле. некрасивый. Это травница. Живет на распутье, она тебе поможет. Мне нужно больше сведений об этой твари. Какого она пола, почему бросила логово?
Может, тебе очевидцев привести? Они скажут не больше того, что я уже знаю. Надо осмотреть место, где погибли твои люди. Как звали охотника, который их нашел? Мыслов. У него хата к югу от деревни, у самого леса. Мыслов. Полезный человек. Хотя и странный. Опачки, опачки. Что-то на божественном. Я сегодня сделала себе салат Тамира со и свеклой. Мыслов. Спасибо. Спасибо. Вот. А что у меня красненьким горит? А что горит красненьким горело? Прочь с дороги. В смысле? А какого? Я только денежку взяла. Ребята, только денежку взяла. А почему? Да ладно, Марина, мне даже твой шпагат не нужен. Я даже девушку нашел и стать и красивее тебя. Я надеюсь, ты ей этого не сказал. Я очень сильно надеюсь на то, что ты ей не сказал, что я нашел... Где моя лошадь? Потому что ты делаешь некрасиво. Мне-то как бы насрать, типа, есть много людей разных внешностей. Но просто, Эмиль, тебе на будущее так говорить никому нельзя, что кто-то красивее другого человека. У каждого своя внешность, каждый по-своему красив. Ты по-своему туп. Давай это признаем. Здесь, к сожалению, это природа, ну, как бы дано тебе, наверное, так. Внешность не выбирают, а вот ум можно прокачать. Что ты, к сожалению, как раз-таки не делаешь. Пожалуйста, изволь не донатить больше мне, хорошо? А, и денежка была? Ну, подумаешь, деньги стырила. Ой. Моя лошадь зависла. А чё они деньги раскидывают? Вот здесь сейчас тоже найду деньги по-любому, да? Вот. Вот нет. Да, им не понравилось. Опять лошадь, скачи. Что ты? Что с лошадью? Им не понравилось то, что я взяла их денежки, понял? Залипание клавиш тоже пошло в жопу. Пацаны, сейчас собью вас. Блин, не сбила. Ой, простите, я вам там поджопник дала. Фига, не 15 уровня, а у меня какой? У меня там вроде еле-еле первый. Латва, не так быстро. Кто здесь отдыхается? О, сколько трав! Я парочку возьму, ладно? Вы же не против? Нет, класс, вот это да, вот это да. По-любому же пригодятся.
И шиповника такую настойку сделаем. Блин. Вкусно будет. А так, что тут еще? Фига, здесь тоже трав много. Блин, я захотела в Ассасина поиграть в Вальхалу. Там скоро обновление выйдет. Какая-то миссия, связанная с Одином. Так что мы будем с вами смотреть. Я не мешаю? Наоборот. Передай-ка мне двоегрот. Это такой... красный цветок. Ну-ну. Вижу, что говоришь. Со знатоком. Это сильно сказано, но кое-что я в травах понимаю. Например, что двоегрот ядовит. В больших дозах. В маленьких он притупляет боль и вызывает приятные сны. Это все, что я могу для нее сделать. Блин, картошки захотелось. Хотя прикол в том, что Здесь в я округе себе растет сделала крушина. плов, я его поела, все равно есть хочу. На дне реки, где русло шире всего. Их денежка. Но ты же знаешь, что если ее вынуть из воды... То будет вонять хуже падали. Я на это и рассчитываю. Я охочусь на грифона. Крушина мне нужна для приманки. Я вот думаю. Пару лет назад под мостом завелись утопцы. Всей деревне пришлось сбрасываться, чтобы хватило на ведьмака. Так у кого же здесь хватило денег, чтобы заплатить за грифона? У капитана Петера Сара... как-то там еще. Приятно знать, что черные от всего сердца заботятся о нашем благе. Не думаю, чтобы ваши дела волновали императора Имгыра. А капитана, пожалуй, что волнуют. Он порядочный малый. В войске нет порядочных людей. Есть только приказы. Ты же не здешняя, так? Всем привет, ребят. Много Кто тебе новенький, горя. кстати? Есть новенький в чате? Слишком много для того, кто провел всю жизнь в хате на краю света. Верно. А ты куда-то спешишь. Иначе не делал бы приманки, а подождал бы, пока грифон снова ударит. Чувствую, у нас бы вышел По интересный секретному разговор. рецепту? Что там в секретном Может, в следующий ингредиент раз? какой-то? Чеснок? Да? У тебя есть какие-нибудь травы на продажу? Кое-что найдется. Опа, что у тебя тут есть на продажу? Ни хрена себе, у нее трав на продажу. Я набрала у нее всего чуть-чуть, а посмотрите, сколько у нее на продажу. О! О! А у меня денег не хватает. Даже те, что я стырила, мне по карману. Будь здорова. Трав, конечно, тут просто жопкой жуй. А где мы? А можно отключить все эти подсказки? Они уже бесят. Это вот что? А, тут трава, а тут что? Отключить залипание клавиш у меня сработало. Я не думала, что надо shift зажимать, чтобы лошадь скакала. Почему мы не скачем? Здесь ограничение? Ну... Ограничение 60 км в час? Добрая женщина. Поехали, поскакали! Во, вот это я понимаю. Вот это мы скачем. Гаш, шкурка. Я могу стырить эту шкурку? Блин, не могу. Есть кто? Наверное, на охоту ушел. Что мы должны... О, следы. Следы свежие. Мыслов только что вышел. Так. Привет, Мыслов. Ты Мыслов. Викинг какой-то.
Давай, давай. Жду Хотя нет, секретик. дикие собаки. Да, они опаснее волков. Я собираюсь на охоту. Где ты нашел нильфгаарцев, которых убил Грифон? А, понял. Вы ведьмак, убийца чудовищ. Это о вас в деревне говорят? Ага. Это о нас в деревне говорят. Я вам покажу дорогу, конечно, но Спидометр есть? собак надо перебить, пока По они ни на ощущениям. кого не напали. Поможете? Если вам не жаль тупить об них серебряные мечи, стало быть. Почему бы и нет? Грифон не убежит. А вот собаки могут. Так что ступайте осторожнее. Нам чё? Давно у вас неприятности с этими псами? С начала войны. Как солдаты сколько через оленей? деревню идут, бабу изнасилуют да задушат. Мужика убьют Псы? для забавы, корову на мясо. А дворнягу? Разве что пнут походя. Но Это избивают эти шавки в стае. Голодные, исхудавшие, все в струпьях. А подыхать не поздно. Они уже на кого-то напали. Что, драться расхотелось? Ой. Блин. А где? О, он. Понял. Собачье сало. О. О, собачье сало. Дитер, Знаешь его? мы вместе служили у помещика. Там, где сейчас войско стоит. Он был конюшем, а я охотником при барине. Я тоже удивилась, Это было кстати, до того. Рамазан. Давно это было. Так вы здесь все ради сисек, о, ведьмаки, Не ёмы. Надеюсь, он тебе не друг. Нет, вовсе нет. Так что, покажешь, где нашел нильфгаарцев? Ты знаешь что-нибудь об этом Грифоне? Немного. Это зверь не для меня. Зато ты для него в самый раз. Хоть бы поэтому полюбопытствовал бы. Я по лесу тихо хожу, так что даже Грифон не приметит. А чё, почему мне мой кинжал горит? Что мне нужно с ним сделать? Поточить? Это здесь. Один лежал там, у пенька, без головы. Второй висел на ветке, кишки у него свисали аж до... Берегите себя. Я справлюсь. Это не первый Грифон, с которым я имею дело. И, вероятно, не последний. Как у меня актер в сериале, Дэн, нормальный? Хорошо, если так. Будьте здоровы. Спасибо. О, зайчики. Зайчик. Есть. Где еще зайчик? Вот он. Зайчик. Есть. Нильфгаарцы здесь что-то отмечали. Но Пир. Грифон их прервал. Лагерь? Земля черная от запекшейся крови. Что, мне что-то это не нравится. А и что?
волки какие-то, что ли? Нам нужно осмотреть это место. Но... А почему я больше ничего не могу на нем осмотреть? А вот. Это следы давнишние, они глубже. Солдаты в доспехах, наверное, нильфгаарцы. Ё-моё. Они куда-то сюда вот уходят. Ага. О, что-то синенькое. Так. Я свалилась. Гнездо Грифона, точнее то, что от него осталось. Тело пролежало несколько недель. Он был еще жив, когда Грифон его сюда принес. И кости умирал. Коровьи, собачьи, человеческие. Грифон. Останки за несколько месяцев. Самка. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мертва по крайней мере неделю. Жесть. Выходит, второй Грифон-самец. Ого, привет всем! Гири сказал закинуть лайк. Ого, всем привет! Я только увидела, что вы пекаете в чате. Привет! Хау! Не хау! Или что там вам? Как с вами поздороваться? Всем огромный привет! Передавайте Гиде большущее здрасте. Спасибо ему большущее. За капельку добра, тепла, любви. Очнулась, да, я что-то в своих соплях сижу. Все нормально. Спасибо большое, извините. Я немножечко, да. Сейчас пойду к Гиде, посмотрю, что там. Ага. И лайк поставлю. Чётенько. А во что он играет, кстати? Хант? А, это Хант. А что это такой? Как это? Неожиданный рейд. Я, кстати, даже не пробовала играть. Осмотреть раны, определить возраст. Давайте осмотрим Глубокие раны. колотые раны по всему телу. А на когтях и клюве ни следа крови. Она не защищалась. Спасибо большое, Ее ребят, застали спасибо. врасплох, пока она спала. Края клюва стерты, в подшерстке седые волосы. Ей было лет 10-12. Грифоны находят пару в молодость. Значит, самец примерно того же возраста. Жесткая кость, густое оперение, королевский грифон. Обалдеть. Еще такой Это самец объясняет, пролетает. почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. Сперва он напал на нильфгаарцев здесь, в лесу, а потом начал рыскать по всей округе. Жалко, конечно, ее. Это место силы. Отсюда изливается магия. Да ты что? А чё? Как? Опачки. Ага. 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 Ага, ага. Ага. У меня есть 2 очка. Так, память тела.
Силовые тренировки. Отражение стрел. Рефлексы. Давайте силовые тренировки. Так. Мышкой перетащите. А это базовое. У меня же еще одно умение. Так. Вот это можно еще. Работа с арбалетом. Боевой транс. Защита. Ну, может еще защиту вкачать? Тут, правда, отражение только стрел при парировании. Мы можем сюда же вкачать? Интересно. Так, быстрая атака. Ну, давайте, пусть будет быстрая атака. Что, я везучая? Все кажется. Что мне нужно с мечом-то сделать? Вы мне сказали квест в деревне сделать. Во-первых, я потеряла деревню. Я нашла деревню. Все, идем. Как отметить? О, поставила метку. Выходим. Поехали. Погнали. Блин, ну да, это не ассасин, где лошадь могла везде пройти, где хочет. Олень! Господи, мне олень нужен. Ты мне зачем? Какого фига? Я хочу убить оленя. Короче, видимо, не на лошади. Где олень? Ёпты! Стой! Можно меч кинуть? Блин, ну что-то мало. Мало что за нее прекрасного дали. Тогда погнали. Но. Я не поняла, что я выпила. До богов высоко, до императора далеко. Наказание божье с этим грифоном. Мясо надо. Курочки. Вот так вот. Я-то знаю. Эльза черным дает. Ишь на полях Нильфгардской страны. Эмгир император наделал штаны. Хотел бы я знать, кто это сделал. Ох, я бы с ним считался. А где его квест? Чешко. Послушай меня внимательно. Никогда эту песенку не повторяй. Где квест? Подожди, он же говорил, что недалеко его дом. Правильно? Хотел бы я знать, кто это сделал. Ох, я бы с ним считался. А где здесь сгоревший дом? Живот. А где сгоревший дом-то? Опять свинки. А, выбрать задание в квестах? А какое? Какое интересное его задание?
Во, вот это. Погнали. Кажется, это оно. Ну чего опять? А ты любишь сверчков? Ты их грызешь или глотаешь? Лишь бы нам солнышко светило. Так. О, тут... Тут можно... Ой, я нож поточила. Как мне это поможет? О, следы. Следы сапог. Мужские, большого размера. Тарарапам, папарарпам. Артатыр. Опа. Смердит человеческой мочой и О. водкой. Тарарапам, папарарпам. Интересно, а если у меня меч... А куда он делся? Если у меня меч будет... Он снял башмаки и вошел в воду. Видно, хотел запутать сломанный, следы. что будет? Опа, деньги нашла. Чертяка змееглазый. Я тебе сейчас в жопу еще одну... Мужики, завилы! Что это у тебя сложно? Так, а куда он дальше делся? А, он, скорее всего, дорогу перешел, да? Нет? Тогда я потерялась. А что здесь? Ну и вошел в воду, и все. И он благополучно пропал. А, вот, не пропал. Вдобавок ко всему, он потерял башмаки. Вдобавок ко всему, он потерял башмаки. Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы, но он сумел убежать. Привет, привет, ребят, привет. Опачки. Следы ведут обратно в деревню. Мужики начали ведьмака пытать. Тот аккурат случился у околицы. Но он отнекивался, Не вошла то кровь. всё. Так ему чик-чик. Да не сильно, рана была неглубокая. Поцарапался. Курочка! Утопец сожрал. А ведьмак Спрячь был ни при оружие. чем. И что тогда сделали? Ну, головы-то обратно не Чертяка пришьёшь. змееглазый. Говорят, положили Гуси, тело гуси, его в гуси. склеп. Блин. Это верно. От тех сливок у меня болит живот. Сюда он зашел. Тут след обрывается. Но я смогу узнать его по ране. Так, так, так. Поранен, да? Да ну! Пиво взяли. Так. Чего вам надо? У моего папы тоже Урод. когда-то был меч. Да ну! Опа. Следы когтей утопца. Это должно быть он. Поговорить надо с ним. Поганая рана. Нарвался на утопца? А тебя ебет? Ого. Он не только поджигатель, Модный, но но и мастер целеустремленный? остроумного ответа. В чем Ну, именно? пойдем, кузнец с тобой поговорить хочет. Я с нелюдьми не разговариваю, потому как они ублюдки все. Охотник на куриц, да-да-да. Худшие. Это я. Жадные, Привет. как сороки. Спасибо большое, это я, охотник с да. Это все сделает. Мечи курют, которыми нам нильфы потом горло режут. Верно я говорю? Послушай, договоримся как человек с человеком. Ты меня Так, не давай. выдавай, а я тебе заплачу. Не выдувай. Матушка у меня представилась недавно.
Продал я ей Ты инструменты. за Кое-что придурка уже меня не держи. потратил. Но что осталось, будет твое. Я, в отличие от сорок и краснолюдов, не жадный, так что ты меня не подкупишь. Ах ты, сука! Сейчас ты у меня получишь! Ага. Успокойся и иди со мной. О, мы его... Опять темно. Привязали, пошли. Я должен... Долго он идет. Очень долго. Это... О! Пока он дойдет, я успею что-нибудь наделать. Пакостей там разных. Опять мне косули деревца пообшипали. Тарарарам-пам-па-парарам. Не, ну... Ой, еще какие задания? Одно оставила, да? Нет. А! Так можно было? Я думала... Что? Что происходит? Милости прошу. Ты-то давай не деревенский болей. поджигатель Что это собственной такое? персоной. Болеть только я здесь могу. Ты? Я с твоей матери ни разу гроша не взял. Так-то ты меня отблагодарил. Но с меня хватит. Эй, солдат, на минутку. Нет! Вилли! Умоляю! Я выпил. Не знал, что делаю. Я вам уже говорил, мастер Вилли. Поможем вам отстроиться, как только придет подкрепление. Материалы уже заказали. Да не в этом дело. Вот поджигатель. Ведьмак его поймал. Эта кузница имела стратегическое значение для гарнизона. Значит, ее уничтожение — саботаж. Значит, обойдется без суда. На дерево его! Ой. Суровая кара. Но заслуженная. Ты знаешь, сперва я тоже нильфов ненавидел. Теперь вот думаю, может, хоть они здесь порядок наведут. Научат этих лодырей манерам. Но да неважно. Твоя награда. И, кстати, я ж кое-что успел вынести из пожара. Да и наковальня цела. Кое-что могу выковать. Так что, если что понадобится, скажи, сделаю скидку. Спасибо, спасибо. Я не успела поточить. Все, мы сделали квест. А мы спать вообще мы можем? Нам нужно спать? Подсолнухи хочу пособирать. У нас еще же какие-то квесты есть. Нам нужны деньги. Гусей я убила. Да ладно, что там, не гуси. Так. Рекомендуется уровень 2. Давайте. О, я как раз здесь. Что нужно? Как темно. А можно? Ладно. Здравствуй, хозяин. Я вот прочитал, что у вас беда с колодцем. Как есть беда. Время Призраки нужно там пропускать. завелись. Уже лет 20 как. 20 лет? Что ж только сейчас спохватились? Потому как раньше мы черпали воду из реки, а после битвы столько в ней трупов плавает, что она отравленная стала. Дочь моя Люба выпила полкувшина и совсем разболелась. Люба. Лоб горит, еды удержать не может. Со дня на день все хуже. Травница говорит, что человек в лихорадке много пить должен. И не пиво или брашки, а воды как Пиво раз захотелось. непременно чистой.
Откуда же ее взять, ежели нет колодца? Духа сначала прогнать нужно, а он и подойти никому не позволит. Опиши мне этого духа. Ну, страшенный он жуть. Как он выглядел-то? Похож вроде на девку, но такую, что только из гроба встала. Платье на ней грязное, все изодрано, кожа прямо кусками сходит, а воет, будто страдает очень. Значит, какой-то призрак. Или Альп. Да как ни назовите, мастер-ведьмак. Если вы им не займетесь, схороню я доченьку мою. Мне жаль тебя, но работа есть работа. Надо обсудить плату. А что не так с платой? Окей. Давайте поставим. Я таких денег в жизни не видал. Блин, а вот так? Я таких денег в жизни не видал. Ты чего? Ну, у вас и шутки, мастер-ведьмак. Не стыдно вам так над бедными людьми издеваться? Хорошо, помогу тебе. Так где этот колодец? В Хущах. Это хутор такой был, к югу Спасибо. отсюда. На пригорке. Никто туда не заходит. Было вообще потому нищета как там, дух, Слава. понимаете, прогоните его. Очень прошу. Если ты еще раз напишешь попрыгай, то, к сожалению, скоро попрыгаешь из чата ты. Фига, у тебя сын храпит. Или дочь, не знаю, кто там у тебя. Мы хоть до колодца-то идем? Нормально, далеко. Фига березки подсвечиваются. Вот и несчастный колодец. Странно. От духа ни Привет. следа. Может, он появляется в определенное время. Ну, я тебе так скажу. Ты можешь пытаться сколько угодно об этом писать, но делать я этого не буду. Вот так, вдруг ты не понимаешь. Если раз тебя не прочитали, два тебя не прочитали, значит, скорее всего, в третий раз тебя точно с этими просьбами не прочтут. А где время дня и ночи поменять? Нигде? А то я ни хрена не вижу. Трава вокруг колодца выжжена. Трава вокруг колодца выжжена. Где сделать поярче еще? Хочу поярче. Да, запись стрима останется. Удачного стрима. Спасибо большое, Александр. Спасибо. Так, тревога, лошади. Прочность лодки. А, да. Я яркость хотела побольше сделать, да. А как поменять? Прикольно. Вот, утро. Красиво. А я не могу почему-то... А где ведьминское чутье? Ведьминское. Тело высушено, следы ожогов. Судя по всему, это полуденница.
гуденица. Здесь ничего. Темнота такая. Где яркость повысить? Я в этих темных участках слишком мне темно. Я хочу... Это так сложно? Чё? Сложно не писать, чтобы я попрыгала? Ну, видимо, да, вам сложно. Я-то тут при чем? Мне, блядь, делать больше нечего, сидеть, прыгать, сиськами трясти. Радуйся хотя бы тому, что я просто с вырезом сижу. Если ты настолько дрочер. Где сделать поярче? Мне кто-нибудь поможет с яркостью? И где? Общая гамма, где в общем гамма? Я не вижу гамму. Это не Слава, это Эмиль 2.0. Кстати, да, очень похоже. Очень. Доброй ночи, кто уходит? Доброй ночи. Вместо того, чтобы просить, чтобы я прыгала, мог бы просто, блядь, подсказать, как сделать посветлее. Ну и пошла она тогда в жопу. Как перезапускать-то? Для меня она очень темная просто. Окей, будем в темноте играть. Я сгорю сейчас потихоньку, но ничего страшного. Собственно. Ничего не вижу. Улов удачный. Браслет с гравировкой. Ларри от Волькера. Браслет был на костях предплечья. Интересно, где остальное тело? Как отсюда выбраться?
Я ничего не вижу. Спасибо, спасибо. А вас с просмотром. Зачем так? Не дрочи же. Так иногда бывает, как у всех. Не пали. Ладно. Чё по итогу? Выжженная трава. Это мы все уже посмотрели. Это мы не смотрели вроде, нет? Интересненько. Ого. Интересненько. Что мне с колодцем-то делать? Похоже, полуденница не отходит от колодца. И что? Мне показано наверх. Тело? Отсюда я его точно не достану. Не ну попрыгаешь? Нет. Спасибо за донат. Вот как надо... Есть какой-то определенный удар? Я зайца потеряла. Ой. Труп, повешенный на веревке от ведра. Широкий таз, маленькие челюсти, женщина. Судя по зубам, лет 30.
Без левой руки. Ой. Широкий так. Так, и что? Мне опять в колодец спускаться. Ждать полдень. Долго. Откуда вы знаете про полдень? Я что-то пропустила? Обидно то, что я не могу использовать какие-то определенные атаки. Или могу, я пока, может быть, тупая, не знаю. Ой. По-другому поинтересуюсь. За сколько попрыгаешь? Не за сколько. Полуденница? Интересно, что она здесь делает. Ого, она не нападая, я подошел слишком близко. Ага, почитала. Окей. А почему я о ней ничего не прочитала? Я ее даже не остановила. О, наверное, вот это. Скорее всего, нам нужна магическая ловушка. Она исчезла. Но завтра наверняка вернется. Что-то ее здесь держит. В смысле завтра? Обычно делается так или увеличивается яркость на самом мониторе, если у монитора такая функция есть, либо в игре в дисплее увеличь с одного до другой цифры. У мониторов LG, например, я вот у себя увеличиваю яркость на мониторе в настройках монитора. Либо в игре есть гамма или дисплей. А где она? Ого, я подошел слишком близко.
Она исчезла. Но завтра наверняка вернется. Что-то ее здесь держит. Я чуть-чуть не то не делаю. Не то. В колодец спуститься? А зачем спускаться? Почему нет? Видела и танцевала, и переодевалась за деньги. Танцевала? Наверное, потому что это выпадало в лото. Переодевалась по приколу. Это не прайс. Так что нет, я не попрыгаю. Она исчезла. Но завтра наверняка вернется. Что-то ее здесь держит. Что ее здесь держит? Не хочу опять в колодец прыгать. Дневник может пригодиться. Что за кукловода сейчас была? Не, у меня мониторы, кстати... Мавпа, у меня мониторы Samsung. Я не знаю. У меня вроде все, ну, по яркости нормально. Бесит то, что в самой игре не могу почему-то яркость прибавить. Вот. Так. Ой, ловушку поставила. Как отсюда теперь выйти? Окей. Надо подсказки к херам выключить, бесит. Можно с мясом что-то сделать? Пожарить его, к примеру? Чтобы было что. Так. Ничего не понятно.
О, быстрый переход, прикольно. Широкий таз, маленькие челюсти, женщина. Судя по зубам, лет 30. Может, у нее на руке был мужнин браслет, и кость потому и отвалилась? Короче, я не знаю. Вот вообще. Что это? Ну да. Я забыла, откуда я выплыла. Кажется, нам сюда. Что же где-то вот он. Нормально. Нам что-то можно уже сделать? Как отключить подсказки? Они бесят. О! На что-то хватает. Их нужно будет починить, получается.
Тогда зачем меня забанила? Если по приколу делаешь все, разбань. Я тоже по приколу. Как ты не забаненный? Потому что тебе мут дали, как бы, это не бан. Мут дается на 5 минут. Ну так. Если вдруг вы не знали. Привет, привет всем. А разве лихо у колодца и полуденница это не одно и то же? Масло против призраков нужно создавать. Масло против призраков. Где нам это найти? Мы на крестик нажимаю, не могу выйти. Прикол. Взглянем еще раз. Отличная работа, но придется его сжечь вместе с телом где-нибудь поближе к колодцу. Иначе полуденницу не изгнать. Надо подготовиться. Сделать масло от призраков, выпить эликсиров. Да. Эликсиров, да. Не то, что надо. И это не то, что надо. Мне нужны травы. Придержи. Мне белые, видимо, нужно, по всей видимости. Отдохни. Добрая женщина, доведет ли меня эта дорога до Вейзим? О! Скорее уж до могилы. Не слыхали разве, что здесь Грифон рыщет? Болтаешься тут, словно говно в проруби. Я нашла. Да зачем покупать, я нашла. То, что надо, я нашла. На поле. Ой. Теперь мне нужно создать. А на какое по-быстрому открыть алхимию? Мне что, одного хватит? Я еще хочу.
Я в курсе, ребята, что это была алхимия, спасибо. Я просто не знаю, как быстро открыть вкладку с алхимией, поэтому я открываю через верх. Ой, я тут не поставила. Она же в полдень будет, правильно? Это же полуденница. Название же понятно. Ой. Мне просто нужно сжечь останки. Ясно. Я-то думала, надо посражаться. Блин. И браслет. Я уж сражаться Игни. хотела вообще-то. Хочу сражаться! А не бегать искать. Убивать хочу. Наел? Спасибо. О, сработало. Ой, подожди. А я... А где? У нас же нету больше эликсира. Он вообще пропал? Ладно. Ни хрена. Она ушла навсегда. А, у меня их было 3. Приколь, приколь, приколь. Приколь. И грибы вылезли. Быстрей. Эй! Блин, все она промазала. Сколько не бей по оленю, все равно мажу. Куда прешь? Ну, Давай, плотва. Сейчас будет ограничение скорости. Ой. Проехали случайно. Мужчина. Ё-моё. Hello. Дело сделано. В колодце поселился дух женщины, которую там Что это убили. было? Я его прогнал. Только бы каждый непогребенный бедолага не начал вот так вот призраком являться, а то из-за этого поля битвы нам одни хлопоты будут. Ой. Если что, имейте меня в виду на будущее. А пока что... Клара, Волькер, говорят Рюкзаки, тебе что-то эти имена? Я думала, надо каждый раз делать. Не знаю новое. таких. Хотя травница наша Тамира вспоминала как-то какую-то Клару. Может, о ней и речь? Которая Ваша украла награда, колар. мастер. О, ясно. Всё. Золото.
что Кораллы. я для Любы в приданое собрал. Без вас бы она до свадьбы и не дожила. А так есть надежда. Надо же, вот уж не думал получить какое-нибудь приданное. А я и подумать не мог, что оно ведьмаку достанется. Странные времена настали, правда? Странные и печальные. Мы всего лишь 20 крон получили. Ладно, да будешь еще приданное, ничего. Да что такое? Ехали! А что у нас по заданиям? Я не знала, что это масло здесь будет. Ладно. Задание. Это что? Давай найдем коробочку с ценным грузом. Нам деньги нужны. Мальчик. Не трогай. Не трогай лошадиные какашки. Споткнулись чуть-чуть. Когда-то мне говорили о том, что чтобы кататься на лошади, нужны права. Я так этому расстраивалась. Магия — это Ну место что, силы. паскуда? Погодите. Ой-ой-ой. Еще плюс навык. Волки, собаки. Я порчу стрим. Нет, это делаю я. Благополучно. А что такое? А что такое? Поехали! Спасибо за донейшн. Итак. Ого. Следы повозки. Она заехала в болото. Ого. Вот это мы, конечно, Шерлоки, да? Следы повозки нашли. Вот сама А вот и повозка. повозка. Повозка, утыканная стрелами. Повозка, утыканная стрелами. Здесь стоит осмотреться повнимательней. Так. Что ищем? Лошадка. Стрела. Об этом он не упоминал. Мне кажется... Должно быть, он об этой коробке говорил. Заляпана кровью. Человеческой. Ну, да я думаю, да. Вот это мы осмотрели. Прямо в шею. Хороший выстрел. Осмотрели. Или у этого моего купца серьезные проблемы с памятью? Лошадка. Он даже свистит, не прислоняя, не засовывая их в рот, ладно. Ну же. Ё-моё, ты здесь. Держи. А я горю. Что? Нашелся сундучок-то мой. Нашел я твой ценный сундучок. А еще кое-кого похожего на возницу. Со стрелой в шее. На этих болотах дриад нет, а утопцы и водные бабы из лука не стреляют. Можно читать задание? Других подозреваемых нет, вот я и думаю, что... Ну ладно. Осторожно, сзади!
Сзади ничего нет. Я ведьмак, так что я бы услышал. Так же, как слышу твой пульс. Очень быстрый, как у лжеца. Посмотрим, может, наездник из тебя лучше, чем мошенник. А чё, мы за ним побежим, что ли? Ой. Да, мы за ним бежим. Куда он бежал? Мы чуть-чуть срежем. Так, это нам нужно научиться это. Ой, научилась. Держи. Господа, не стесняйтесь подписываться на Инстаграм, ссылка Надо внизу его в привести в описании. чувство. Там не только на Инстаграм, ссылка в описании. Подъем. Вот видишь, на вранье далеко не уедешь, даже верхом. А теперь говори, кто ты такой и зачем напал на повозку. Ефрейтор Ян Гейрмер. 6-я Тимерская дивизия, 2-й Ефрейтор. полк. Распущен. Но все еще действует. По-тихому. Из леса. Это был медицинский транспорт. Я не хотел, чтобы он попал к нильфам. А лекарства нашим ребятам они тоже пригодятся. У нас много больных. Отпусти меня, тогда, может, они выживут и еще будут сражаться за свободный север. Дон, привет. Я тебя отпущу, но лекарства оставлю себе. Нильфгард вас все равно найдет и перебьет. Зачем лекарствам зря пропадать? Подавись. Тарар-та-тан. Так, а для того, чтобы кошку сделать, что нам нужно? А чтобы его сделать, что нам нужно? Наверное, его надо купить. Позволяет видеть в полной темноте. Как раз нам это и надо. Было бы. Идеально было бы. Это рюкзак. Деньги нашли. О, у нас есть этот букетик. Карта мира, задание. У нас есть еще доп. Задание. Белый сад. Вот, пропавший без вести. Найти чувачка. И собрать полную коллекцию карты для Гвинта. Я думаю, это... Вот это можно сделать. Ой. Что-то собрала мимолетом. Ну же! Эй, да ну! А, А ты любишь сверчков? ласточка важнее? А почему до этого у нас... До этого были ограничения по скорости, сейчас их нет. Красиво, однако. Скакать галопом. Скакать карьером. Карьером. Курьером.
говорит гусар. Поищем хозяина позже, когда будет безопасно. И часто ты разговариваешь со своей собакой? Это не моя Фига, у него собака, а плечи моего брата широкие. Бастина. Хотя, теперь уже, наверное, моя. Понимаешь, Бастиан бился с черными. Здесь неподалеку большое сражение было, и с тех пор от него никаких вестей. Говорил я ему, сделай как я. Отрежь себе палец или два, тебя и не заберут. А он побоялся. Вот холера. Ага. Ни хрена себе. На твоем месте я бы осмотрелся на поле битвы. Был я там. Море трупов и трупоедов. Слышал я когда-то, что они боятся огня. Так попробовал разогнать их факелом. Ни хрена, скажу я тебе. Если бы не гусар, они бы меня живьем сожрали. Пополнение у тебя, понял. Послушай-ка, я так понимаю, ты эти мечи не для парада носишь? Защити меня от гулей. Блин, хочу и помоги чай найти пойти Бастина. сделать. А я тебе хорошо заплачу. Очень хочу пойти чай сделать. Ну давай. Хорошо, я тебе помогу, только... Помоги, помоги. После битвы прошло уже несколько дней, так что шансы, что мы найдем твоего брата живым, малы. Очень малы. Кто бы сомневался. Я хочу хоть тело забрать. Чтоб Бастин не гнил под открытым небом вместе Это с я ним. стрим открыла случайно. Ха-ха. Встретимся на пригорке, рядом Ну, с спасибо, полем. 600 лайков, А дальше спасибо, пойдем вместе. спасибо. Так. Собака, конечно, у него большая и грозная. Можешь по пути всякие эти пособирать. Боярышники. Как вариант. Мне кажется, ли он обманывает? Почему мы их... Ой, что это такое? Ну, я думала, мы можем осмотреть. Гусар? Почему собаку назвали гусаром? Замечательно. Хорошее имя для собаки. О, тут ведьма какая-то. Интересно, сильная? Гнездо гулей, надо его уничтожить. Уничтожить гнездо. Я ж нажала. Я нажимаю Е. Блин, я думала... Ой. Чуть не взорвалась. Ой, у меня теперь какое-то колечко есть. Повешу его куда-нибудь. Куда-нибудь. На видное место. Вот у меня красное внизу показано. Что внизу? Ну, типа стрелочка вниз. Я думала, это... Хорошо, что ты пришел. Бастин и его тело должно быть где-то здесь. Точно так же, как тела Видимо, сотен да, других. откос от армейки Ты что, был, собираешься да. осматривать все трупы подряд? Времени это займет прилично. Успокойся. Все ребята, которых призвали из Белого Сада, нарисовали у себя на щитах маленький цветочек, чтобы в битве Маленький видеть друг друга цветочек. издалека. Так что по этому знаку мы быстро найдем весь отряд. То есть они нарисовали маленький Не цветочек. обижайся, но случается, что в битве солдаты точно, у меня ж бросают навык есть, щиты, спасибо. особенно когда проигрывают. Одного щита тоже хватит. Тогда гусар учует след и поведет нас. Ну, пойдем. Чем быстрее с этим разберемся, тем лучше. Нам нужен сображ. Столько трупов. Война только началась. Ой. Почему-то я на Е по привычке нажимаю. Ой, гусар, прости. Гусар отпихнула. Чат мертвый. Ты был.
Чат мертвый. Кто убил мой чат? Спасибо за донейшн. Как говорится, чат мертвый, а донат нет. Ха. Не знаю, может быть, это как-то мне потом пригодится. Не лучшее сейчас время языком трепать. Давай сделаем, что нужно, и пошли отсюда. Что ты хотел? Прочитать записку погибшего солдата. Густав, у меня к тебе дело. Я просто... Гундо сейчас буду. Я тут раздобыл кучу всего ценного. Не спрашивай, как. Скромность не позволяет мне хвастаться геройскими подвигами, которые я совершил в бою за милую нашу отчизну. Я думал, там другие подвиги. Ну ладно. Секунду. Извините. Извините, мне просто... Я реально не могла уже. Ну, красотайте чат. Так, во всяком случае, там этого столько, что я никогда никаким дьяволом сам это не упру. Так что я сгреб все в сундук и закопал на берегу под скалой. Там, где стоят две сожженные хаты. Туда мы ходили вместе ловить раков, помнишь? Так, наша задача. Возьми свою повозку, положи туда лопату и поезжай на берег. Но так, чтобы никто не видел. Возьмем клад, продадим его, и вызиме. Поделим пополам. Не лучшее сейчас время языком трепать. Давай сделаем, что нужно, и пошли. То есть, а почему эта записка у нас? Это не записка его брата? А чья это записка? А что это у меня горит? Это он? Нет, не похож. Маленький цветочек, нифига. Маленький. Ну так что, гусар? Чуешь хозяина? По-прежнему ничего. О! Кожа вся сожжена. Я знаю, что сложно сказать, но... Может, это он? Бастин был здоровый парень. Широкий в плечах, но хорошо, этот вроде спасибо, поменьше. Павел. Но может, это из-за огня? Из-за огня стал поменьше. Он его учуял. Гусар учуял Бастина. Вперед! Ну-ка. Давай, гусар! Как он ходит-то, ё-моё? Где собака? Опа. Это еще ничего. Поручик сказал нам ходить в сортир по команде. Нас из баллиста обстреливают. Научить собаку какать по команде. Солдат с полным желудком в битву идти не может. Будете сидеть, пока не высидите. Представляешь, болван. Блин, две сгоревшие хаты. Ребра у меня Мне теперь не дать покоя. болят, когда смеюсь. Надо наложить давящую повязку, но это позже. После того, как ты объяснишь, что здесь происходит. Бастиан! Он тебя взял в плен, этот нильфгардец? Ага. Нет. Он мне жизнь спас. Меня ранили в бок. Потом по башке ударили так, что у меня зрение отшибло. Росон наткнулся на меня, когда полз через поле. Он лодыжку вывихнул. Вот так слепой вел хромого, пока мы не нашли эту хату. Он тоже в трусиках, смотри, Заберу какие. тебя домой. Надо заняться твоими ранами. Я Россона не брошу. Один он тут пропадет. А к своим уйти он не может. Он же дезертир, его тут же вздернут. А если его у нас найдут? Тогда повесят всех вместе с моей лисье.
И речи быть не может. Черный останется здесь. Если бы не этот черный, Бастиан бы уже умер. Так может, ты ему покажешь, что нордлинги не дикари, какими нас считают в Нильфгаарде? Ну, дам я ему отцовскую одежду, обучу работать в поле. Только вот акцент. Ну да ладно, будь что будет. Возьму и его. Как раньше всегда Спасибо, хорошо ведьмак. понимали по акценту. Вот интересно. твоя награда. И да хранят тебя боги. А почему я не вижу, сколько мне дали денег? Пока, гусар. Погнали теперь по нормальным заданиям. У нас есть задание. Отслеживаем это. Нам к кузнецу надо, правильно? А у меня еще и навык есть. Хочу сюда вкачаться. Мы можем еще прокачать, улучшить? Мы можем улучшить навык. А так давайте мы его улучшим. Да. Хочу. Нам нужно, во-первых, к кузнецу. А где у нас ближайший кузнец? Куда нам вообще нужно? Куда нам нужно? На палочку бежать? Как раз вот через вот... Зайдем через вот эту вот херню. Опачки, поехали. Сейчас мы ему... О, обрыв. Прикольно. Ну ладно. Сколько здесь обрывов? Стоять. Ебись, противник. Я его просто сожгла. Там кто-то еще. Сука! Оу. Ладно. Холст красивый, кстати. Денежки какие-то я еще и нашла. Печень. Блин, как же хочу. Кажется, мы только что нашли какой-то вареник. Еще волк. Слушайте, с одним-то мы справились. Где второй? Ой, ему пофигу. Сырое мясо. Ой, не то. Я хотел лошадь призвать. Ой. Целенаправленно пишется через А. Ну-ка, получи их. И меня заодно. Где-то здесь еще и клад был. Мы с лопатой придем за этим кладом, интересно. Две сгоревшие хаты. Ой. Если не будешь прыгать, я ухожу. Это что за шантаж? Не поняла. Чем ты меня шантажируешь? Зачем? Зачем прыгать? Uno questions. Нет, один, значит, он... Как Кузнецов сынок пропал. Вперед, плотва! Лишь на полях Нильфгаарской страны Эмгир император наделал штаны. Что ты сказал? Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз?
Так. Сделай мне одну вещицу. Блин, не хватает ингредиентов. Фак. Обидно. Мы можем это все продать? Ты что? Какого фига? Я ему это продаю? А мне все равно у меня убывается все. Ладно, все, не убывается. У меня не хватает как раз. Чуть-чуть. Не хватает. Что бы ему такое продать? Ничего себе. Колечко я пока не хочу продавать. Пока оно мне пригодится. Из еды ему ничего не надо. Не хочу камерун продавать. И это тоже... Блин. Перышки? О! У нас есть ножки. Я заменю тебя, точку, ходи. Бывай. Hello. Так, мы можем это продать. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Кольцо не пригодится? Покажи, что у тебя есть на продажу. Ладно. Может, не пригодится, тогда ладно, продам. Ой, это что, одеколон? Ладно, что? Так, а что мы можем еще взять у него? О, броня. Это то, что мы ему отдали вообще-то. А вот это вот прикольно. Это прикольно. Так. Нам же чего-то еще не хватало, правильно? Вот этого нам не хватало. И что-то еще. Россия починить стоит много. Ну, штанишки бы, да, починить. Прочее разобрать. Вот это. Купить. О! Да ёпты! Я не могу себе это позволить, у меня не хватает денег. Ладно, мы это все бережем. Будем знать. Бывай. Так. Может, надо черным рассказать? Позже поговорим. Где моя кобылка? Досадно. Ладно, погнали. А мы плавать умеем? На лошади. Мы не умеем плавать на лошади. Понял. И какие же? Они говорят, не по хатам живут. Ну сколько денег надо будет найти? О, может быть мы... Ничего больше взаймы не дам. Мы, может быть, здесь найдем денег? Нам вообще даже сюда и надо. А что старухе надо? Что ты шевель... Ключ потеряла, бабуся. Бабуся. Сковородку! Видишь ли, этот дом всегда стоял пустой.
И вдруг в ночь перед битвой приехал сюда какой-то благородный господин в годах. И вошел Я раньше вырасту из этой куртки, Стою я чем у создашь окна, её. чтобы посмотреть, что дальше будет. Блин, Он, должно обидно. быть, меня приметил, Надо было потому сразу как её гляжу, создать. а он ко мне идет. Схватилась я за сковородку, ноги чтобы, купила. если что, защититься. А этот вежливо так спрашивает: нет ли у тебя, бабушка, березовых коры, ягод черемухи или хотя бы несколько угольков? Мама Нет, шила мне говорю, штаны а вы, из должно быть, на березовой голову коры, упали, чтобы по ночам чтобы такие папа не глупости у потела, людей не выспрашивать. кусали комары. Только Мама вижу, шила мне штаны что он из совсем меня не березовой слушает. коры. А все на сковородку пялится, как сорока на ложку. «Одолжи, — говорит бабушка, — отдам с утра». Удивилась я немного, что он там в потьмах жарить собрался. Но сердце-то доброе у меня, вот и дала. Ну, это понятно, бабусь. Захватывающая история. Надеюсь, она скоро закончится. Под утро в дом приехал еще кто-то. Но утром вышел только тот, первый господин. Закрыл дверь на ключ, сел на коня, и только я и видела Благо, не и на его, бутылку. и мою сковородку. Она старая была, черная от сажи, потеря-то вроде небольшая, но другой-то нету. Может, ты мне подсобишь, золотенький, принесешь сковородку бабушке? Сама-то я эту дверь не открою. А по правде сказать, идти туда боязно. Потому Фига, как у него из-за маникюр двери лучше моего. такой смрад бьет, что я думаю, тот второй Ты языка сняла песню? должно быть, Обращайся. там лежать и остался. Заказа на сковородку у меня еще не было. Ладно, схожу поищу. Лучше Вот. подожди здесь, на всякий случай. А чё? А мы можем как-то зайти или чё? Я думаю, тут закрыто. Так. А как... А как туда пробраться-то? Дырка должна быть, да? Или нет? Так, а как тут забраться-то? А, да! Все, поняла. Все, спасибо. Господа, спасибо. Я и забыла, что тут так можно. Ой, нифига себе, это монетка. У меня теперь есть монетки. У меня есть монетки? Понятно, откуда запах. Вот и бесценная сковорода. Только отдраенная дочисто. Похоже, нашему таинственному господину нужна была не она, а Сара, чтобы сделать тушь и написать письма. Два в одном. Что ты сказал, золотко? Ничего. Какие-то документы сожжены почти дотла. Но некоторые фрагменты, пожалуй, можно прочесть. А вот когда я сама с собой болтаю, говорят, я чудная стала. Бабка, иди в жопу. Мы расследуем. О. Ты подсматриваешь. Удушен, горотой. Остальное старые шрамы, как у солдата. Ну что, нашел сковородку? Все зажечь. Ой, еще поискать. О, масло какое-то. Подождите. Да фак! Где? Что? Почему? Ой. Мы с кого-то штаны сняли? Вот, эти деньги. Почему мы их не можем никуда применить? Они не для нас получаются. Куда донатить? Да, бабка. Прошу, твоя сковородка. Моя? Так ведь она была вся черная от сажи. А в эту я бы смотреться могла, если б хотела. Только уж годы-то не те. Этому господину была нужна именно сажа. Он ее счистил и сделал из нее тушь. Видно, ему надо было что-то написать. Срочно.
А другие бумаги срочно сжечь. А тот второй? Мертв. Позови пару ребят и закопайте его за деревней, глубоко, чтоб трупоеды не вырыли. И по-хорошему советую, не говорите об этом деле нильфгаардцам. Погоди, погоди! Тебе кое-что в благодарность причитается. Возьми, сыночек, на дорогу. Поджарю-ка я себе на ужин сика. Где деньги? Так, нам нужна какая-то вонючая трава. Ни хрена не видно, кстати. Вот он, это, скорее всего... А нам одна нужна вонючая трава, кто-то знает? Видимо, да. Ну, мы на всякий случай возьмем побольше. Вдруг мы ее сможем продать. А, мы можем продать травы. О, ящик, можно денег найти? Чертежи какие-то, блин. Мама шила мне штаны. Все, спасибо женщине. Я теперь буду говорить только так. Это... я могу умереть, да? О, красиво как. Я сделал все, что мог. Пора возвращаться к Весемиру. Вопрос. Если у меня кончится воздух, у меня будет как в Ассасине, типа время, чтобы подняться побыстрее? Или все, времени не будет? Типа воздух кончился, все, я в нем умираю. Нету гаммы в настройках. Ящик. А вот ящик на дне есть. Какие деньги нашла? Застряла. Еще один ящик. Эй, моряк! Ты слишком долго плавал. Обалдеть, тут столько всего. Есть? Вероятно, что постепенно. Это хорошо, что не сразу. У вас подлагивает стрим? У меня почему-то он сейчас вот так вот дважды дернулся. Я сейчас обалдела немножко. Привет, пацан. Я там пописала, так что прикормила рыбку тебе, как говорится. Я... К Яшке. Ё-моё! Ты на полях Нильфгаарской В чем не бегает еще? Эмгир император наделал. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Покажи, что у тебя есть на продажу. Да ё-моё, все одна денежка. Ого! Надо попрыгать. Не будь человеком, будь стримером. А зачем мне ткань? Она же пригодится, да, мне потом. Спасибо за донейшн. Большой донейшн. Спасибо. Необходимый уровень 3. Понял. Так, у меня уже 14 есть. 14. Мне не хватает всего чуть-чуть. Вот. Блин, помогите. Вот, мне не хватает 25. А сейчас где-нибудь сделать задание? Бывай. Я помедитируем сначала. Это что-то это. Темень. Приятного просмотра, пойдешь спать. Спасибо большое, добрый... Блин, Женёка, я же тебе по названию ничего не написала, да? Да. Вот и ты мне написал.
Так, у нас есть задание. Я забыла, на какую кнопку задание. Вот это. Блин, не хочу. Ладно, мы идем. Клянусь милитерием. Они всех нас хотят за ерунду выселить. Я же почитать хотела. Ну ладно. Почитала, блин. А на нашу общую землю поселенцев Нильфгарда что твой единорог получил. Я собираю куриное мяско. Петух. Добрый человек. По другую сторону. Спасибо, что здесь нельзя убивать. Ля, как гусы не бегает, как действительно гусы. Ой, я ее проткнула. Говорят, положили тело его в склеп. Положили его в гроб. О, киса. И такой грифон бы долго не полетал. Тотчас бы ловчего позвали. Вот и конец. Да? Что такое? Да, ничего не дают. А зачем я их собрала тогда? У меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нильфгардского лагеря знает, где искать Йеннифер. Да, навела шороха. Мы должны убить для него Грифона. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ну, рассказывай, что ты узнал. Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну, как успехи? Крушину я нашел. В самый раз. Пахнет сильно. Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной, мочевина. Обычные запахи деревни. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Ты потом полдня в бане отскребался. Метронькису, хорошо. Забудешь тут. Мы как встретимся, ты это всякий раз вспоминаешь. Потрачено, да. Я кое-что разузнал. Это самец. У него было гнездо в Лисьем Бару. Нильфгардцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Нет, чтоб сразу послать за профессионалом. Все Да. делают по-своему, а выходит только хуже. Ну хорошо, Профессионал. все готово. Дай только знать и примемся за работу. Больше ждать смысла нет. Пойдем посмотрим, где Согласна. можно поставить ловушку. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие поля и рощица. Места много, и мешаться никто не будет. Значит, там и увидимся. А что так темно? Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Дисциплина, вот чего вам всем не хватает. Тот аккурат случился у околицы. Блин, все на 14, ё-моё. А сколько перьев? Мы же одно перо можем продать за $1. За 2! О, а нам нужно 25. 25. Пойду кур бить. Подождите, мне... Но он отнекивался, то все. Таким вот чик-чик. Вот одну вижу. Ой, это у тебя с рожей. Пацаны, уходим. Не смотри на меня так. Мне нужны... Блин. Мне нужны гуси. Гуси, гуси, гуси. Убери. Оружие убери. Так, так. В смысле, мне перья нужны? Критический урон. Бля, сейчас бы по курице критический урон делать. Гуса, не стой. Где перья? Гусыня, я тебя спрашиваю. Убегает. Неплохо. И у нее не было ничего такого. Да ё-моё. Мне нужны гуси. Ой. О! О!
гусь. Гусь, гусь. Ёп. Упс. Гуси, гуси, гуси. Мне нужны гуси, мне нужны перья. О, курица. Перья. О, отлично. Еще чуть-чуть. И я смогу купить доспех, какой хочу. Зачем дополнительное задание, когда мы можем убивать гусей? А ты любишь сверчков? Ты их грызешь или глотаешь? Сейчас, Узи. А где все гуси? Я что, всех гусей убила? Добряков сын знает торговцы, которые один раз в Нильфгард. Мне нужны гуси. Ой, какие там... Ой, свиная шкура. Можно будет продать, наверное. Можно будет продать свиную шкуру? Еды много, кстати. Где свиная шкура? Как выглядит свиная шкура? Как шкура выглядит, я знаю, как свиная шкура выглядит. Вот! Ни хрена себе она стоит. А почему она ему не нужна? Интересно. Перья ему, значит, нужны. Заспаунились новые гуси? Ты слышала, брига, не ври. Блин, новых гусей нет. О, блин. Деревня с голоду умирает. Походу, да. Да не, смотри, у них коровы есть, так что... Сейчас найду гусей. Сейчас ему... Может быть, ему шкура пригодится, подождите. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Гусь. Покажи, что у тебя есть на продажу. Перья. Я могу тебе отдать перья. А почему ему шкуры не нужны? Аж подавилась. Ну надо же, вот теперь надо точно же. Нет. Компонент. Спасибо за донейшн, во-первых. Огромное спасибо. Мне совсем чуть-чуть не хватает мозгов. Бывай. Не продам за столько... А где мне продать, чтобы у меня были деньги? Спасибо большое за донейшн. Досадно, конечно. Обидно. Это верно. Видишь, на полях Нильфгардской страны. Пацан, хватит такое петь, мне уже бесишь. О, гуси! Да, хорош, я всего лишь гуся завалила. Мне всего лишь нужен был гусь! Можем убегать? Блин, они пацана Что, пацана убиваете? Ой-ой-ой! Мой гусь! Я хочу то, зачем я пришла. Себе прощу, поймаю медведя.
А почему я не могу ничего собрать с курицы? Яичко. Бросай меч, живо! Все. Так, А где теперь моя убитая дисциплина. гусыня? Вот чего вам всем не хватает. Мне нужна моя убитая гусыня. А ты любишь сверчков? Кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Тот аккуратно у охотницы. Матушки! Ну, накидывался, вот и всё. Таким чик-чик. Башку ты отрубили. Матушки! Было такое. Только мальчонку утопец сожрал, а ведьмак был ни при чем. Блядь, за гусями сейчас бы побегать. И у них нету ничего. И Глав. Да я не им угрожаю. Ну, вообще мне не нужны. Мне гусыни нужны. Еще гусыни. Не смотри на меня так. Куда прешь? Гестера, пропустишь со мной? Умоляю, не троньте меня. Короче, ладно, все, пошло оно все в жопу. Это все ради доспеха. Оно того не стоит, я считаю. Император поведет нас прямо на новик. Приветствую. Дай-ка взглянуть. Я считаю, ему интересно будет посмотреть на мои шкуры. Надо было сразу так сделать. Надо было так сделать сразу. Береги себя. Что ж вы меня раньше-то не предупредили, что так можно было? Делаю себе Я тут с гусями гоняюсь, а они мне не сказали, что можно было шкуру у кого-нибудь другого продать. Работы там столько. Вообще, блин, ребята, как вы вообще могли? Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Нам нужно создать... Ой, аж Сделай бог мне одну заколола. вещицу. Создать. Где мы? Она у меня... Она у меня? Так. Бывай. Все, я прокачана. Отлично. Это можно продать. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно Шкура на корова этот дорого раз? будет? О, все, сейчас все будет. Покажи, что у тебя есть на будем убивать. Блин. Коров сейчас будем убивать. А вот это вот вообще мне нужно? Мощные какие-то камни. Так. А что мне у него еще нужно? А если улучшить? Починить. О, как раз таки у меня таких денег нет. 32, представляете? Ну, в ноль тоже уходить не очень, поэтому уходим. Бывай. Не забывай. О, да! Вот за вот это спасибо. Я теперь буду медитировать, когда корова будет кончаться. Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. У околицы. Блин, бедная корова. О, коровье молоко. Ну, а кожи не было. Ладно, погнали убивать эту херню. Пацаны там что-то кидаются. Насколько я понимаю, у меня второй уровень. Привет. Речка, золотая Нива. Речка очаровательное темная место. была. В самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Ну так как? Ты готов?
Да, давай. Начинаем. Ветер сейчас хороший. Умру Разнесет запах раз приманки 5 на сейчас всю точно, округу. да? Теперь остается только ждать. Извините. Пойдем-ка в тенек между березами. Бизнес не попер с гуськами. Что ты будешь делать, когда мы найдем Йеннифер? Да. У тебя есть какой-нибудь контракт на примете? Нет, я еду в Каэр Морхен. Рановато для зимовки. Да, до снега еще далеко. И это меня Инкогнито, беспокоит. привет. Блин, как же мне Похоже, беспокоит на мой востоке нос. Нильфгард уже перешел Понтер. Значит, они в неделе пути от Каэр Морхена. Если они попадут в долину прежде, чем снег закроет перевалы, надо уничтожить все следы. Спрятать наши тропинки. А что до зимовки? Ты приедешь в этом году? Может быть. И, возможно, не один. Опачки, приедет не один. Слышишь? Он где-то рядом. Пойдем поздороваемся. Погоди. Возьми-ка. Арбалет? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. Хорош. Ведьмак с арбалетом? Предлагаешь нарушить традицию? Ну, хватит разговоров. Надо грифоном заниматься. Он похож... А где мой арбалет? Ну давай. Где мой Сейчас арбалет? ударит. А как достать арбалет? Нихера! Как достать арбалет? Подождите, а... Там, где знаки внизу? Что-то я не вижу его. Странно. А на среднюю кнопку? Нет, я нажимаю на среднюю кнопку. Но, блин, мне же арбалетом надо его убивать. У меня нет арбалета. Не упускай Нет, я его! нажимаю на среднюю кнопку. Я нажимаю на среднюю кнопку, мне нету. Прикол. Кофига. Ну что, там не надо его арбалетом убивать? Я думала, надо. В меню знаков. Ладно, я так справлюсь, ладно. Все, спасибо. Спасибо. А вот про меню знаков было яснее.
серебро, да? Опять куда-то улетает. Ой, там надо ждать. Говно какое-то это арбалет. Надо его сбить этим арбалетом, мне кажется. Ой, ё-моё, не туда нажала. Я не могу на паузу поставить, хотела чихнуть и... Хотела чихнуть. Ой. Неплохо, неплохо. Но еще есть над чем поработать. Я не чихнула. Человек всю жизнь учится. Только не ведьмак, иначе жизнь его очень коротка. Но об этом позже. Отнеси башку Грифона черным, а я приготовлю лошадей. Увидимся в корчме. Сейчас, секунду, подружке покажу, как настроить телефон, чтобы оплачивать телефоном. Вы поняли, да? Настроить телефон, чтобы оплачивать телефоном. Момент. Окей, да, нету. Это латексный топ. Так бликует точка, где купила. На шейне. Спасибо, что оценил мой топ. Я очень рада. Ой, у меня клавиатура пропала. Я печатаю. Все, я здесь, извините. Все, здесь. Можем что-то с него поиметь? Что мы с него можем поиметь? Одуванчики? Взять трофей с тела. Трофей немного дальше лежал, ё-моё. Не под телом. То есть сиськи-письки мы показываем, а вот как мы там что-то делаем, не стали. Быстрей. Все, мы несемся как опешие просто. А мы не туда несемся. Сейчас сокращаю путь.
О. Я могу у них что-то стрелять? Им пофигу. Ладно. Если вам плюс-минус пофигу, то хорошо. Ой. И что такое? Уяу! Поехали. Я готова, поехали. Тыгдым, тыгдым, тыгдым. Да, лучше бы мы по тропинке скакали. Далеко. Чего далеко? Чего далеко? Понял? Шевелись, плотва. Лошадь, ёпты. Ну-ка к берегу. Да скачи к берегу. Давай. Можно к берегу. Ну, пошла. В этом плане, конечно, в Ассасине лошадь поинтересней. Не боится ничего и никого. Маленькая кочка, а та вообще с деревьев падала. Вот там сундук. И волки. Бабах! Только писаны по стенкам. Ой, ты меня укусил? А волчья шкура много будет это? Вау! За волчью шкуру-то я много получу? Нет? Мы почти пришли. Показалось, что это ящики. А нет, не почти. Да. Я на кузову лошадь почему-то всегда. Но. Тихо. Теперь помеют они. Я тебе покажу. Давай, Не плотва. надо. Давай! Давай! Нету ничего невозможного, я знаю. Мы застряли. Ну-ка, погнали! Да? Где я не с тобой? Но. Блин, она реально застряла. Давай, плотва. Во! Я говорил, нет ничего невозможного. Открывайте мне врата. Я на лошади приехала. Стой! Чего я не могла на лошади заехать? Что это такое, вашу мать? Жито. Ты меня Жито? за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Я не знал. Можно лошадям отдать? Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Или свиньям? Военный кодекс. Параграф 2. Раздел 3. За поставку испорченных Хочу товаров. скачать 15 Ведьмака ударов 3. кнутом. Стоит ли Выполнять! долго проходить или нет? Да, долго. Нет, ради бога. Так что почему бы и нет? Можно было бы скачать. Фу, спамер, да, не спам.
Многие вспомнили о Ведьмаке. Я его ни разу не проходила, на самом деле я и не хотела. Но как-то так сложились обстоятельства. Я выполнил уговор, теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать? Покажите, пожалуйста. Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Очень предусмотрительно. Мы еще не закончили разговор. На самом деле. На. Возьми вот золото. Ребят, чтобы давайте не чувствовал добьем. себя в убытке. 20 человек не добили лайки. Будет. О, все деньги. Все деньги. Давай. Вот. И будет 600 красивых лайков. О, у нас есть одно умение. Умение должно быть на ай. Но я думаю, они не на ай. Нам это можно вообще продать. Эти доспехи какие-то никчемные. Лотва. О, это мы тоже можем продать? А можем все продать? Столько всего? Если то, что горит, во, все. Так. Карта мира. Задание. Вот это хочу вкачать. Да. Что? Что? Я же вот это вкачивала. Ладно. Окей. Хватит уже! Я в кустиках помедитировал и хватит, погнали. Женщины севера. Ты слышала, бригаде в рейсе? Это такие, как ты. Пароль. Не знаю никакого пароля. И значит, вы здесь просто так ходите? Интересно, зачем? Да, у него очки. Имперские мечи считать? В армии таких на эшафот отправляют. А таких, которые торгуют казенным имуществом. Ночью темно, не Вижу, хочу в ночью играть. товарах вы понимаете. Так может, что прикупите? Трофей ставится там, где арбалет. Я этого не знаю. Покажи мне свой товар. Главное, не писем. Продать. О! 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 Паем? Так, а у меня тоже есть перья, нужно? Я продам тебе перья. Все, больше тебе ничего не продам. Тебе и остальное ничего не надо. О, мои эликсиры тебе нужны. Я тебе все равно не продам. Так, а что это такое? Понял. Итак. Компонент. Покупаю я за 2, продаю за 1. Это вы здорово придумали. Нравится. Давайте починимся. Я хотя бы штанишки починю. Штанишки какие-то это прохудились. Мы сейчас один меч заменим. Бывай. Ага. 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 О. Ага. Фига, он у меня теперь классный, мощный. Вот этот тоже мощный. Все у меня мощное. Так, теперь. Вы шпионить или по делу? Шпионить, как ты какаешь, сойдет? Покажи мне свой товар. Блин, за 8 всего лишь продаю эту херню.
Вот этот нужно починить. Все. Ручки-то пофигу в целом. А чё? Гаунус мне денег, конечно, поднял. Как настроение в лагере? Нам же это очень интересно. Оттаванчики, оттаванчики. Слушай, они же будут ругаться, да, что я взяла их вещи? Я предупредил. Пацаны, простите. О! Я потеряла все. Я потеряла деньги! А сколько у меня денег там было? Вы жуки, я сейчас вас все равно обворую. Варвар. Ну туда побегу, понятно? Ты слишком много себе позволяешь. Ну что, паскуда? Я ничего не знаю, я знаю, что здесь есть путь отхода. Все, идите в жопу, я стырила штаны. Я же стырила штаны. А я стырила, пошли в жопу. О, видал, какие красивые штаники теперь на мне. Что потеряла? Ой, ты здрасте. Ё-моё. А чё толпой? Все, ультанула и хватит, да? Блин, ну обидно, конечно, что я сотку потеряла. А как вернуть? Теперь никак не вернуть, да? Бутылочка водички. С лошади попробую убивать. Что-то попозже попробую с лошади убивать. А где трофей? О. Там собачье было написано, я не увидела. Ты кобылка. Кобылка! Видали? О, так это. Поставим их, стрелил штаны. Синие штаны. Думаю, если бы не стоили сотку при крафте, то пусть не сильно обидно. Разодеюсь. Видно, я бегу, не видно. Мы опять сюда? А зачем нам сюда? Видишь, на полях Нильфгардской страны. Как пацана заткнуть? Я теперь Дерва. Перезагрузка? А, ну и ладно, слушайте. Я хотела... Сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Тот аккуратно. Йеннифер в Изиме. У меня есть там пара знакомых, так что... Что-то не так? Посмотри вокруг. Сейчас скандал будет. Это еще кто такие? Патриоты. 7-ю чарку пьют за Тимерию. У них уже кулаки чешутся. Нильфгаарцев я тут не вижу.
Они врага найдут. Куплю сейчас провизии и поедем. Геральт, давай не вмешиваться, хоть в этот раз. Маленькая уже Что пьет. случилось со щитом? Сняла. Может, еще золотое солнце повесишь? Нельзя тут темерский герб вешать. Они придут и корчму спалят. Так может, правду люди говорят? Что ты шлюха нильфгардская? Как грубо. Я твои слова забуду. Тебе скорбь сердце гложет. Хрен ли ты что понимаешь? Сестру мою повесили. Вытащили на двор перед монастырем, как собаку. Сказали, в Нильфгарде нет места предрассудкам. Что они гнева Божьего не боятся. А ты не боишься? Если бы Анулька тебе при родах не помогала, дитё бы у тебя в пуповине засохнулось. Что это за 40 гривен? Не боишься гнева Божьего? Не боишься, сука? Оставь! Блин, за что? Она же старше Вы её. знаете этот медальон, люди. Знаете, что он означает. Отойдите. Ты цела? Говорят, ведьмаки деток воруют. Правда? Что вам император обещал, выродки? Землицы? Как эльфам в той войне? Убирайтесь все. Мы никуда не пойдем. И вы тоже. Может, заколдуем их? Можем? Они уже не отступят. Вижу. Танец. его! Ты куда? Кто? Мы всех, в принципе, убили. Быстровато. А тетки все прибирать здесь. Ничего, Фу. все кончилось. Оставь меня! Не подходи! Лицо-то у него боги! Уходите и не возвращайтесь. Ну вот и все невмешательство. Пойдем. Интересненько. Что дают синие штаны? Синюю сраку. И синие яйки. Ой. Не мы это начали. О, Сплошные отговорки. Ты как всегда. Йеннифер? Ну как? Я получила донесение, что в Белом саду появился ведьмак. Я знала, что это ты. Что ты ищешь меня. а что у нее за эти веревочки? Я могла бы подождать, пока ты меня найдешь. Веревочки Но ты же желаний? знаешь, я никогда не отличалась терпением. Рада тебя видеть, Геральт. Я бы тебя обняла, только ты весь в крови. Прости, Я я не не вижу. надеялся тебя встретить. Сказать по правде, я иначе представлял себе нашу встречу. Как? По крайней мере, без нильфгардского эскорта. Йеннифер, не пойми меня неправильно, я тоже рад тебя видеть. Но мне кажется, ты должна нам объяснить. Я объясню. Но в Изиме. Седлайте коней. Можно поговорить и здесь. Здесь прекрасные сады. Сейчас все в цвету. Это лучшая сюжетная игра. На самом деле есть еще интересные игры с хорошим сюжетом. На самом деле. Да. Так что трупный зал Секунду, сейчас, секунду. почти не слышен. Заманчивое предложение. Но, к сожалению, я должна сказать нет. Видишь ли, в Изиме кое-кто тебя ждет.
тот, кто ждать не любит. Император Эмгир Вар Эмрейс. Для друзей белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Сомневаюсь, чтобы он считал меня другом. Когда мы виделись в последний раз, он хотел меня убить. А теперь он хочет сделать тебе предложение. Из числа тех, от которых нельзя отказаться? Я не отказалась, хотя могла бы. Должно быть, ты получила чертовски хорошее предложение. На свете мало вещей, ради которых ты пожертвуешь независимостью. И еще меньше людей. Чем быстрее мы отправимся, тем быстрее ты все узнаешь. Красивая женщина. А ты? А я поеду в другую сторону. Сдается мне, что император приглашает только тебя. Кроме того, у меня есть чем заняться. Каэр Морхен, помнишь? Помню. Спасибо за помощь. И до свидания. У тебя конь быстрый? Не жалуюсь, а почему ты спрашиваешь? Я хочу вернуться за крепкие городские стены. Так быстро, как только возможно. Достижение сирени, крыжовник. Да у него конь не черный, какой-то темно-синий. Замшевый. Доброй ночки. Добрый. Я сейчас скоро тоже буду закругляться. Знаешь, ты мне недавно снилась. Насколько я Когда тебя у него знаю, волосики назад. сон был неприличный. Только сначала, а потом... Что? Ну откуда они появились-то вообще? Чё не перепрыгнул? Поговорим об этом завтра, хорошо? После аудиенции. Алексей, спасибо большое. В поисках Йеннифер, своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. В конце концов, благодаря коменданту Нильфгардского гарнизона, Геральт узнал, что Йеннифер находится совсем рядом, в Изиме. А что дальше ничего не рассказали? Что это? Это что сейчас было? Пожалуй, достаточно. Ха-ха. А что на вкус еще не попробовал? Такой, ну, вы достаточно не Думаешь, соленый. императору важно, не слишком ли длинные у меня уши? Милостивый государь, извольте упоминать его императорское величество, используя полный титул. Ваша милость, присядьте на этот бержер. Куда? На этот стул. Бержит. Клэдвин, прошу Как побрить его появилось милость. яйцо Ввести на Фаберже? полдюйма.
Что-то не так с моей бородой? Я думал, она добавляет мне серьезности. Но лишает вас элегантности. В Нильфгаарде Согласна. борода не приветствуется. Особенно если в ней завелись вши. О, Я фу. долго был в дороге. Неважно. Делай свое дело. Прошу Такое бывает? откинуть голову и не двигаться. Фу. Вши в бороде. А также ответить на несколько вопросов. Ваше превосходительство, не знаю, подходящий ли сейчас момент. Трудно найти более подходящий. Люди становятся необычайно искренними, когда чувствуют бритву на горле. Морврон Ворхис, командующий дивизией Альба. Прежде чем ты предстанешь перед Императором, Ведьмак, я хотел бы проверить некоторые сведения. Это лишь необходимая формальность. Разумеется. Бумаги должны быть в порядке. Итак, Геральт из Ривии. Место рождения неизвестно, родители неизвестны, возраст неизвестен. Но это все несущественно. Перейдем к последним событиям. Осада замка Лавалетов. Судьба командующего обороны некоего Ариана. Давайте скажем, что он убежал. Мы сражались по разные стороны, это верно. Но встретились в одном подземелье. Ариан бежал. И при побеге поджег замок. Так вот откуда пожар. Доброй ночи, Наши кто осведомители ходит. Приходите предполагали, завтра. что он разгорелся из-за дракона. Далее. Затем ты спрятался в очаровательном Флотзаме и оттуда добрался до Вергена. Только вот как? Город считался отрезанным от остального мира. Я вырвался оттуда вместе с Верноном Роше, командиром синих полосок и... Убийцы нелюдей. Этот субъект нам известен, Ведьмак. Интересные ты заключаешь союзы. Что-то мне подсказывает, что самые интересные союзы у меня еще впереди. Ну, спрашивай дальше, пока у меня борода опять не отросла. Если что, побреем еще раз. Затем, бесславная встреча в Локмуине. Ты был там и снова вмешивался в дела сильных мира сего. Это все со второй части, да? Поскольку сильные мира сего заточили Трис Меригольд, вы должны знать, что этот человек мне близок, а я привык помогать близким мне людям. Ты так и сделал. Теперь, благодаря тебе, в распоряжении Родовида целый капитул чародеев. Нильфгаард не так давно начал войну, так что на твоем месте я бы не стал читать мораль. Ваша милость, сидите спокойно. Я уже заканчиваю. Мне трудно от этого удержаться. Ведь из того, что я знаю, вскоре после этого ты смотрел, как испорченный мегаскоп разрывает твою знакомую Шалу де Тансервиль на куски. Да? А тут что ответить тогда? Смотрел, это верно, и помог бежать. Из ловушки, которую ей приготовил ваш человек. Лето из Гулеты, запиши. Лето из В Гулета. бумагах все должно быть точно. Ну что же. В интересах государства иногда приходится заключать непростые союзы. Даже с ведьмаками. Блин, выбор, конечно, такой себе. Так.
Вы еще не расторгнули этот союз? Что с Лето? Я надеялся, ты ответишь мне на этот вопрос. Ах, вот как. Значит, Лето от вас скрывается. Наверняка не без причины. Интересы государства изменились, так? Я не знаю, где он, а если б знал, то не сказал бы. Даже с бритвой на горле. Это, кажется, все. Еще подпись, подтверждающая, что ты говорил правду и только правду. Ложь карается заключением, либо смертной казнью, и так далее, и так далее. Здесь и еще вот здесь. Если все процедуры выполнены, прошу ваше превосходительство покинуть комнату. Мы будем подбирать для его милости Геральта костюм. Это важное дело, но мы сумеем обойтись без помощи господина генерала. Жаль. Я бы мог что-нибудь посоветовать. Прощай, Геральт. И удачной аудиенции. У меня такое ощущение, будто меня готовят к свадьбе. В таком случае я предложил бы вашей милости сюртук, фрак или, возможно, смокинг. Сейчас же, вниманию вашей милости, осмелюсь представить вот эти одежды. Черный, черный и черный? Мы в Нильфгарде не любим кричащих цветов. Ваша милость, дайте знать, когда вы выберете одежду. Итак, а чем они отличаются? Давайте... А где переодеться-то? Что это за... Что-то обувь такая себе, слушайте. А что по штанишкам? А можно вот так поехать? Классно же, посмотрите. Ничем, короче, они не отличаются, я понял. Я прям пацан красивый, поехали. Черный к лицу вашей милости. Ваша милость, вы довольны костюмом? Модный такой. Я был бы доволен стеганым дублетом и мечом за спиной. Но что делать, с волками жить... Простите? Поговорка такая. Что теперь? Будете меня пудрить? Ой, я Нет не помню, нужды. кстати, эту поговорку. Вашей милости достаточно Бери все ясное три. лицо. Но прежде чем вы предстанете перед владыкой Юга и Севера, я должен убедиться, что ваша милость знает, как следует кланяться. Я не невежа. Кланяться умею. Тогда пускай ваша милость продемонстрирует. Так, прошу прощения у вашей милости. Можно разве что шлюхе под фонарем поклониться, но не императору Нильфгарда. Прошу взглянуть. Стопа вытянута, ладонь выпрямлена, голова склоняется, пока подбородок не коснется груди. Я думал, Пусть кальяна. ваша милость повторит. Правую руку на грудь. Что ж, движением недостает плавности и грации, но от Нордлинга обычно ожидают меньшего. Прошу за мной. Нормально, сойдет, красиво. А, с волками жить поволчивать, во. Я К что-то по-другому императору думала. ваша милость будет обращаться только по его явному соизволению, соответственно, его именуя. Ваше архивеликолепие? Вижу, ваша милость в настроении шутить. Боюсь, император может этого настроения не разделить. Достаточно
Ваше Величество, сказанное громко, выразительно и с почтением. Ой, споткнулся чел. Господа, если что, Донат Алертс не работает. По каким-то причинам. Чудесным, магическим. Но спасибо, если вы закидывали туда донейшн. Поклон! Мы вежливые. Арер аэпто орде. Эвелен Наман Вадгарн, Ваворд. И ждать, когда все уйдут. Я думал, ты ни перед кем не склоняешь головы. Я не хотел, чтобы у камергера были неприятности. Он славный мужик. Полагаю, ты вызвал меня не за тем, чтобы вспоминать старые добрые времена. А значит... Молчи. Моя дочь Цирила вернулась. И она в опасности. За ней гонится дикая как охота. маленький гном. Найди ее и приведи ко мне. Сколько людей в твоем войске? 20 тысяч, 30? Почему я? Ты сам знаешь. Потому что она тебе верит. Да, верит. Так скажи, зачем тебе ее искать? Дело же не в том, чтобы наверстать упущенные годы. Дело в интересах государства. Как всегда. Хватит слов. Ты все равно согласишься. Хотя бы потому, что я тебе заплачу. Больше, чем ты обычно берешь за заказ. Значительно больше. Оставь свою щедрость для тех, у кого войска сожгли дом. Я сделаю это ради Цири, а не ради твоего золота. Мотивы меня не интересуют. Только результат. Какой аборт? Остальное тебе скажет Йеннифер. Аудиенция окончена. Меррит. Проводи его к чародейке. Меррит. Ну и имя. Сложное. Меррит. Пьяным будешь, хер... Понятно. Мне можно и пьяный не быть, я хер что выговорю. Ваша милость, извольте пройти за мной. Прошу держаться в рамках приличий. Во дворце много почетных гостей, которых ваша милость презирает. Не должны беспокоить. Вот и постойте здесь в темноте. Блин, красиво, слушайте. Надо тебе чего? Я буду принят с самого утра. Привет. Спокойно. Простите. Смотри, какие мои плечи широкие. Смотри, какие плечи широкие, смотри. Мало того, а ты посмотри, какие у меня плечи широкие. Просителя, так еще и в чьей компании? Смотри, плечи широкие какие. Зря в качалку, что ли, хожу каждый день, смотри. Разница. Ты чё, обалдел, в смысле? Спокойно. Ладно, пошли. В тишине. А тех, кто ее нарушает, сурово Пошли. наказывает. Независимо от происхождения. Мерит. А я думал, там Мерит. Смотри, какое большое. Хера, здесь темно. А где поджечь тут что? Я тут... До этого-то я выжигала все, сейчас надо наоборот. Ой, это мне напоминает одно место. Самое время помедитировать, нет? Жаль. Ваша милость, как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами. Тогда записывай. На самом... Что закончу? Геральт,
В этом дублете ты потрясающе выглядишь. Жду не дождусь, когда смогу его снять. В других обстоятельствах я бы расценила это как предложение. И, может, даже воспользовалась бы им. Но нас ждут другие дела. Теперь ты понимаешь, почему я при дворе Имгыра? Да, и похоже на то, что мы теперь в одной лодке. Цири правда вернулась? Это не ошибка? Ну, судя по сообщениям наших агентов, получается как-то так. Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу. Оу май! Щись! Значит, это уже наши агенты. Ну-ну. Быстро же ты тут освоилась. Геральт, не цепляйся к словам. Я знаю, кто такой Имгыр. Он развязал кровавую войну. Приказал убить моих подруг. Но у нас нет другого выбора, поэтому прошу тебя, не будем взвешивать за и против, и просто найдем Цири, ладно? Имгыр говорил, что ее преследует дикая охота. Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашнее. Как они нас учуяли? Из-за меня. Понимаешь, я ищу Цири уже много месяцев. Заклинания локализации, иеромантия, геомантия и тому подобное. Я знала, что дикая охота может это почувствовать. Найти меня. Но думала, что сумею их обмануть. Что ж, Так. не получилось. Угу. С некоторых пор я чувствовала, что они идут за мной по пятам, охотятся на меня. Если бы не ты и солдаты Имгыра, они бы добились своего. Не знаю, чем закончится следующая такая встреча. Придется закончить с чарами и вернуться к более традиционным методам. Попросить о помощи лучшего следопыта, которого я знаю. Ты должен ее найти, Геральт, прежде чем это сделает дикая охота. Чего дикая охота может хотеть от Цири? Понятия не имею. Я бы отправила им письмо с этим вопросом, но не знаю, куда писать. Мне известно не больше, чем тебе. Наверное, это имеет отношение к ее крови, к ее дару. А зачем он дикой охоте? Об этом я и думать не хочу. Окей. Так где именно видели Цири? В двух местах. В Велине и в Новиграде. След в Велине, пожалуй, самый интересный. Начни оттуда. В корчме на распутье спроси про купца Гендрика. Хозяин тебя с ним свяжет. И все? Никакого пароля, никаких тайных знаков? Никаких тайных знаков. Мне очень жаль разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки. Из Новиграда у нас есть только непроверенная информация, сплетни. Но там тебе может помочь наша общая знакомая. О, блин, прикольные у нее такие веревки висят. Некая Трис Меригольд. У нее, говорят, уютная квартирка в доме у главного рынка. Наверняка она будет рада меня видеть. А ты что собираешься делать? Я сейчас же отправляюсь на Скеллиги. Там произошел выброс магической энергии, который уничтожил пол леса. И кажется, это как-то связано с Цири. Я буду в Каэр-Трольда. Присоединяйся ко мне, когда что-нибудь узнаешь. Прежде чем мы расстанемся, почему ты не появилась раньше? Я был тебе не нужен? Нет, это я была тебе не нужна. Вы с Трис замечательная пара. Опа. Йен, я потерял память. Правда, отличная отговорка. Давай не будем на эту тему. Если я еще раз услышу «все не так, как тебе кажется» или «теперь я понял, как тебя люблю», я за себя не ручаюсь. Оу. Ну вот, мы снова разъезжаемся. Жаль. Но я понимаю, время не ждет. Это правда. Может, мне сразу телепортировать тебя в Велен? Ну уж нет, я поеду верхом. Только сначала переоденусь. Дело твое. Кстати, тебе правда идет черный бархат. Ты думаешь?
Может, обошью себе им доспехи. Удачи, Йен. И тебе. Послушай, если ты вдруг захочешь узнать, что случилось в мире, пока ты шатался с Весемиром по бездорожью, поговори с послом Варатра. И, Геральт, я знаю, что кругом война, все такое, но не пытайся стать героем. Так она еще не вынесла Проверь мозг. эти следы и приезжай ко мне, живым и здоровым. Видимо, ты не понимаешь, что такое, когда выносит мозг. Я буду тебя ждать. Так, о. Он же ведьмак Нордлинга. Все, книжки возьму. Вареников понатырю. Что тут еще можно взять? А мало ли здесь тоже будут ругаться за то, что я беру. Жаль, но у меня нет времени. Зачем? Я не трогаю, ведь огонек этот. Ладно. Опа, мы нашу книжку «Дикую охоту». Это что? Нужен ключ. Ну и ладно. Ведьман. Он сквес. Мариш, Чем доброй могу служить ночи. вашей милости? Интересная игра в твоем Отдай исполнении. мои вещи. Я уже веки раздвигал пальцами и спички ставил веки. Но усталость берет свое. Цитрус и гвоздика. Спасибо тебе Благодаря большое. этому Спасибо. аромату Я тоже платье сейчас вашей скоро спать милости пойду. дольше сохранит свежесть. Угу. Покорнейше благодарю. Император не славится терпением. Он хочет видеть свою дочь живой и здоровой как можно скорее. Да, он, кажется, что-то об этом говорил. Прощай. Нормально. Ой. Ты сбежал из эльфского отряда? Ой, а тут что? Який квест? Нет, не хочу. Прощай. Я пока не умею. Гарем, Подожди, а как? Встреча с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изиме. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия, и ей грозит опасность. По приказу У него очень сильная колода. Йеннифер, Геральт отправился О. на поиски Цири. Блин, как хорошо, что я не стал с ним играть. Немного жутковато. Залазили же ведь, да? Привязывали это все. Мы так и катаемся с головой. Давай. А я смогу это убить?
Собачье сало. Спасибо. Спасибо. Быстрее. Выглядит так, как, знаете, вот девочки у меня говорили. Мы после стрима посидели, пообщались, когда. И они такие, мол, о, если к вам придет один чувак, который очень любит, когда девочки чихают, извиняйте. Говорит, у меня просто был такой извращенец в этом. Отвали! Не видишь, жрец молится. Жрец. Давай, Я тоже своего рода жрец. Возрадуйся, ибо даже столь низкое по природе Средняя и сложность я сословию не стала создание, поднимать как сложность, ты, может чтобы было послужить плюс-минус славе приятно смотреть. вечного огня. Нужно сжечь останки павших на поле битвы. Они гниют в общих могилах, или же их оскверняют трупоеды. Так У не него годится. такой крест синим Это светится, будет прикольно. мое доброе дело на сегодня. Это доброе дело будет щедро вознаграждено. Я знаю, что такие, как ты, не работают даром. Ну давай. Я этим займусь. Тебе зачтется. Чем больше добрых дел, тем это, ну... Да, замечательно. Вот тебе освященное масло. Польешь как следует и подожжешь, ясно? Пламя должно взвиться до самого неба, во славу вечного огня и все такое. Где мне тебя искать, когда я Иначе сожгу тела? держится. Да. Я буду у моста на Новиград. Какой-то квестик взяла. Ну и? А? Ну и? Дай к лошади. А? Ну и? Ну моя А? лошадь. Ну и? А? Ну и? А? Ну моя Ну и? лошадь. Пошла. О, тут вот какие-то квесты, да, были? Ну ладно. Урю! О, залипание клавиш. Что это может быть? Блин, я увернулась в этот момент. Не попала. Эй, быстрее! Эй, сука! А ну вернись, пидор! Вы это слышали? Развяжи меня! Сейчас же новые набегут! Если набегут, я ими займусь. А сейчас давай-ка поговорим. Я предпочитаю знать, кого развязываю. Ян Вердун служил в 10-й Мариборской. Что-то ты отстал от своей армии. Моей армии больше нет. Нильфы ее разбили. Но я дал дёру в лес, не дожидаясь этого. Пристал к группе беженцев, преисполненных, сука, патриотизма. И едва они узнали, что я бросил Тимерию в беде, связали меня как тюк и оставили на поживу утопцам. Я тебе помогу. О, спасибо. Я уж думал, ты меня тут оставишь на верную смерть. Ну так-то можно было. Хотел бы я тебя как-нибудь отблагодарить, но у меня даже ломаной кроны нет. Что делать? Такие мои убытки. Спасибо, ведьмак. Пусть тебе повезет. Спасибо. Да-да-да. За освобождение дали 25 опыта. Сырое яичко можем съесть. Нихера себе, яичко восстанавливать неплохо. Пошла. А вверху белое это что? Ой.
Ясько! Чужаки! Спасайся, кто может! Не отдам ее! Не отдам! Она как хрюкнет, все тут же услышат. Ее заберут, а нас поубивают. Так я сам ее заколю и под лежанкой припрячу. А, так это Только ваш... сучьим детям не отдам! Ладно. А кровь песочком. О! Так. Я ищу одного человека. Зовется Гендриком. На кой он тебе? Дело есть. Я написала, что... А мы же подбирали Дай с курочек. бутыль жонки. По-любому сырое. Очень метко. Текай отсюда. Я черный вход открою. Я еще не допил. Корчмарь! Водки! Это кто? Храбрый, видать, вояка. 2 меча навесил. Ты, седой, на что тебе 2 меча? А в штанах он 2 хера держит. Один сука, пойдет глухой? тебе в рот, другой в жопу. Скажешь, кто ты такой есть? Или тебе язык ножом развязать? Ставлю каждому. С чего это? С того это. Хочется. Я с чужаками не пью. Ну и пошел в жопу. Выпьем по одной. Я буду не чужим. А там пойдем каждый своей дорогой. А какая твоя дорога? Хогвартс. Не твое собачье дело. Ой. Мне, сука, что-то послышалось? Да нет, он весь обиделся. Значит, придется его убить. Ёптать. Кучей навали! А ты еще не умер. Знаешь, что будет, как барон разузнает об этом побоище? Вырежет всю округу. Никто про чужака-мутанта слова сказать не успеет. Барон цацкаться не станет. Где Гендрик? Не понимаешь, что ли, о чем я толкую? Барон такого не простит. Успокойся, твой барон не идиот. Не подумает же он, что мужики голыми руками положили его людей. Так где Гендрик? Он живет в селе Верес. Не знаю. Где это? За пригорком. Утру зарево там полыхало. Может, имперцы напали. Кто такой Гендрик? Странный он мужик. Пришел неведомо откуда, не понять зачем. Пригрел при себе вдову. У ней мужа за кусок хлеба забили. Стал с ней жить. Люди барона чужих не любят. Он им дороги не переходит. Всегда знает, когда они явятся, и тут же пропадает. Спасибо, корчмарь. Выйди черным ходом. В деревне бароновых людей Ты еще говорил, больше. все равно грохнул Обо мне потом. не беспокойся. Не хочу я нам новых хлопов. Ой, я, видимо, сразу грохнула. Зачем договариваться? Что это может быть? Лошадей взял, напугал, ё-моё. Не надо так делать.
Лошадок пугать не надо. Так. Этот. Так. О! И тут ничего. Где моя кобылка? Скакали. Быстрей. Меч надо спрятать. Ой. А слышал? Нильфы в Тимирию Коновалова. Застряла. Зимой целые деревни осписа. Как красиво-то. Да-да-да. Пошел вон отсюда. Эй! Ко мне! Оторвать ему яйца! Собачий сын! Яйца? Оля, голый! Ой, я чуть-чуть в себя поверила. Моей жопой я сам займусь. Я здесь. Ну-ка, вместе! Что такое? Блин, они уровень. Ай, заблудилась в 3 соснах. А твоей жопой я сам займусь. Хватит болтать, к бою! Оторвать ему яйца! Тихо, я его добиваю. Он неплохо. Посмотри, ему вообще пофигу. Ой, двоичка разом съела. Ой, сушеную рыбку подняла. О, меч какой-то Я дико извиняюсь. Чилит. Ждет кого-то, наверное. Можно тут присесть как-то? А жаль. Где еще один умер? Вот, все. Сколько трубок? Можно, наверное, их продать. Так вот разгромили, значит... Пошла! Мы сырое мясо кушаем. Какие-то ганнибалы. Опять олень. Манит меня чертовка. Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. И это дымка. Я в сетках застряла теперь. Плохо. Какое? Поди прочь! Не подходи! Прочь!
Привет, Миш. Спокойно, все уже кончилось. Да, кончилось. Только как прежде уже не будет. Прям про корону. Никогда этого не забуду. Я ищу человека по имени Гендрик. Он живет в этом селе. Уже не живет. Схватили его в той хате. Если бы вы слышали эти вопли, господин мой, если бы вы только слышали, как человек может кричать. Что тут случилось? Говори по порядку. Забрали их. Всех забрали. Солнце заходило, а отсвет алый был, как кровь. Я подумал еще, странно, даже лягушек не слыхать. Дикая охота. А в сериале «Дикая охота» в огне. А здесь они ледяные. Красивые такие, ледяные. Не знаю, что там деялось. Страшные, должно быть, вещи. Гендрик кричал, потом молил, а под конец только стонал. О май! О чем же он там молил и стонал потом? Если надышаться угаром и упасть потом в обморок, какие последствия будут? Ну это же угар, он оседает где-то у тебя или нет? Ой, страшный какой мужчина. Я передам маму. Недолго были, а село замерзло, как посреди зимы. Ты после них в хату заглядывал? Нет, и нога моя туда не ступит никогда. Прощай. Надеюсь, ты обретешь покой. Так что, мне можно что-то здесь потрогать? Да ё-моё, все закрыто. Его пытали. Может, они что-то пропустили. Обыщу его штаны. Из березовой Не коры. гнутся, словно мокрые портки на морозе сушили. Может, он что-то спрятал в кафтане? Холодный, как лед. Ничего здесь нет. Проверю в башмаках. Засохшая кровь. Он спрятал в башмаке ключик. Где-то должен быть замок от этого ключа. Что-то кроме этого всего, что еще можно взять? Сквозит. Похоже, под развалюхой есть еще помещение. Надо бы тут прибраться. А мы что, прибираться будем? Ну я же... А
как использовать факел-то? Ценные вещи валяются просто так. Он сошел с ума или... Так. Так. А, осмотреть. Интересно. Да я нажала. А, на колесико. Учетная книга, плата за мешок зерна, счет за древесный Как уголь. неудобно. Гендрик выдавал себя за торговца. Здесь что-то еще. Заметки, спрятанные среди щитов. Ловко. Какие интересные заголовки. Ссора с ведьмой. Объект оказался на болотах, столкнулся с ведьмой. Конфликт. Причина неизвестна. Разыскать ведьму. Поговорить с мужиками. Село Подлесье. Надо быть осторожней. За мной наблюдают. Не знаю, кто это может быть. Пес убежал. В ведре замерзла вода. Странное зарево на небе. Мужики говорят, это плохой знак. Разыскиваемое. Объект появился на Скеллиге, также его видели в Новиграде. Внешний вид не изменился, серые волосы, шрам на лице. Контактов с людьми избегает. Пьяный кабан. Так называемый барон приютил объект в замке, точнее в захваченной крепости. Причина неизвестна. Поговорить с бароном во Вронницах. Они как-то разузнали, что Гендрик ищет Цири. Потому его и пытали. Я опоздал. Единственная ниточка — это барон и какая-то ведьма. Зараза. Ну да, так проще стало. Так. Что-то я что-то гнилое подобрала, да? Ой, хлеб. Целый хлеб. Как раз надо покушать. Блин, закрыто. А здесь открыто. Какое-то блюдо. Ну, пошла. Как далеко, и, кстати, это бежать? По зенкам его, сукина сына! Пожалеешь, что тебя мать на свет родила. Ни хрена не вижу.
Ой, нихера. Какой герой, да? Не щелкай хлеборезкой, а бей! Ай, ё-моё. -1? Блин, ну какой... Ой! Какой ценой? -2, 3. Еще один. Ну пиздец тебе. Ой, недалеко. Так-то. Теплоходе музыка играет. Что тут, подточить можно? О, это... Ой. Это я... Включила что-то. О! Нет, подождите, не то. Во. Да. То я немножко не туда нажала. Ой, что-то вкусное взяла. И уголь. Что-то вкусное и уголь. Ай. Дверь сама открывалась. Так. Ой, эти брюки... Ой, что... Вы поняли, короче. Они лучше. Блин, ну это прям такой себе. Надо найти, кому это все сдать. Так всего много. Здоровье 2600 у меня здоровье. Отлично. На 7-й уровень могу убивать. Неплохо так. 7-й уровень убивается. Как мясо пожарить? Расскажите. Где моя кобыла? Проще говоря, минус все. Блин, ну тот, который был 6-й уровень, с ним было посложнее, чем с вот этими чуваками. Они типа 7-го уровня должны были быть посильнее. Теперь помедленней. Вышло как-то. Ощущение, что здесь должен быть где-то недалеко какой-нибудь камень силы. Что по навыкам, кстати? Мини никаких. Блин, я вместо того, чтобы слезть, я ем сырое мясо. Но! Надо будет перебинзить кнопки, чтобы мне было удобно. Я просто привыкла, что F это слазить. Запирайте двери, скорее! Это он бароновых людей перерезал. И я у вас чуть-чуть стырил, если так будете говорить. Козу, к примеру. О, козу! Сколько? Я 4 раза нажал на Е, чтобы у меня слез этот. Эй. История о том, как я с козлом боролась. А где мой этот? Эй, пошел ты в жопу. Зарежу тебя как порося. Я пошел ты в жопу тоже. А он с арбалетом? Нехорошо. Блин, лошадь, ну.
лошади сейчас приняла зачем-то. А, тут еще один, я не могу. Слушайте, его же можно... вот так. Она меня бесит уже. А ему пофигу на это, да? А он будет бить? Зараза! Задолбал. И козу мою. Где моя коза? Ё-моё, где факел? О, коза моя. Так. Мясо нам надо. Я случайно до хера мяса съела. Так. О, вот два и мясо съела случайно. Уйди! Прошу тебя, иди отсюда! А чё, а почему? Закрыто. Стой! Барон у себя? А тебе что? Дело есть. Открывай ворота. Нет уж. Мы слыхали, что ты устроил в корчме на распутье. Таким, как ты, сюда хода нет. Здесь не пройти. Надо что-нибудь придумать. Может, кто-то из местных жителей все-таки отважится мне помочь? Тут не хотят мне помогать. Что, мне каждому приходить? Мне каждый раз факел пропадает. Один только дряхлый старичок от меня не бежит. И тебе привет. Все бегут, как меня увидят, а ты нет. Староват я бегать. Да и что ты Я не знаю, сделал? почему, по привычке. Убьешь? Воля твоя, мне и так недолго осталось. Шкуру спустишь? Так спускать уже нечего. Ты давно тут живешь? Ну, с рождения. Почитай, 70 весен будет. И, наверное, все тут отлично знаешь? Да, не жалуюсь. Мне надо в замок. Можно туда в обход ворот попасть? Можно, только немногие об этом знают. Если бы ты, ну, к примеру, дал бы мне какую-нибудь денежку, я бы, может, и подсказал. Вряд ли, наверное, можно еды здесь... Ок. Будь по-твоему, не хочу я спорить со стражниками. Несколько лет назад, когда во Вроницах еще старый владетель правил, пропал подмастерье кузнеца. Всей деревни его искали, но тщетно. Наконец нашли ребятенка в реке. Утонул он. Печально. И как мне это поможет? Через пару дней баба, что служила у владетеля, нашла шапку парнишки рядом с замковым колодцем. Парень упал в колодец? Так точно. А где нашли ребятенка на северо-запад отсюда, поставили часовенку. Выходит, и вход там неподалеку. Как туда дойти-то?
Ступай по той дороге, Господа, что через не деревню забываем идет, пока не дойдешь до моста. подписываться на канал. За мостом Не забываем поверни лайкосики направо. ставить. И дальше иди прямо, пока не дойдешь до развилки. Там опять сверни направо. И по тропке на холм. А сверху как раз часовенка-то и будет. Направо за мостом, потом еще раз направо. Доброй Я ночки. найду, спасибо. Я сейчас вот это, наверное, доделаю и пойду тоже спать. Откуда боги привели? Я не знала, что здесь даже погодные условия есть. Прикольно. Такой себе поворот. Часовня. Значит, вход где-то рядом. Остап, 6 лет. Ой, я не помню, где он сказал. Вот кстати. и вход. Похоже, придется искупаться. Мне бы кошку сделать. Вот этого ингредиента. Я не знаю, куда плыть. Блин. И факел каждый раз пропадает. Сука! Обалдеть. Вот это да, вот это да. А дальше-то куда? Блядь, так темно, что ни хера не видно. Вообще ничего не вижу. Где я нахожусь? Уже близко. Где, блядь? Где близко? Куда? Здесь можно подняться? Ну, я тут дралась. У меня нету кошки. Я говорю о том, что мне, чтобы сделать кошку, нужен вот этот вот ингредиент, который я не могу нигде пока взять. Выпей кошку. Ну, здесь же можно, правда? А что за херня?
Не понимаю. Я не знаю, короче, все. Я потерялась. Я в темноте потерялась. Седло. Как мне седло поможет? Там, получается, никак проплыть, что ли, нельзя? Если эта херня находится наверху. Вон, наверху. Значит, мне можно же как-то подняться. Ну, логично. Почему нет? Ой, я что-то взять могу. А еще что-то взять. Идти по маршруту? Давайте, хорошо, ладно. По маршруту, так по маршруту. Тут же есть маршрут какой-то, по которому надо идти. О, я, кажется, отсюда пришла. Но не суть, ладно. Идем по маршруту. Видимо, я не там где-то свернула, я просто, может быть, просто тупая. Типа, ну, это неудивительно. Такое возможно. Вау. Почему до этого не было? Я могла и не убивать эту барамыгу. Разве вот нет? в Изиме были балы. Танцевал я там пару раз с моей Анною. Как мы там кружились. Раз, два, три, раз, два, три. Хватит! Поставки должны быть раз в неделю. Мне все равно, как ты это сделаешь. Вы не останетесь на чай? У тебя и без того гостей хватит. Привет, защитнику угнетенных. Быстро новости расходятся. А то! Я, как узнал, что ты перерезал моих людей, хотел тебя повесить. Или, по крайней мере, высечь. А потом подумал, вот же крепкий молодец, раз с ними со всеми справился. Такой может мне пригодиться. Может пригодиться? Для чего? Вот, пожалуйста, хорошие отношения. Сразу видно, что мы сможем договориться. Прошу, только повежливее, будь так добр. Помни, я еще не решил, что с тобой делать. Поговорим, там и буду думать. Располагайся. Где-то у меня была еще водка. О, нашел. Выпьешь? Спасибо, я не за этим пришел. Ну, как хочешь. А я вот не люблю сидеть сухим горлом.
Да, я хотела На чай войне сделать тут еще была часа винокурня, 4 назад. лучшая в И не Велине. сделала. Привет. Сожгли ее до основания, сукины дети. Навигатор ведет по пути, а я по карте. А я иду сложными путями. Ну, да, Ну, есть к такое. делу. Я Филипп Стенгер. Мужичье меня зовет Кровавым Бароном. Геральт из Ривии, мужичье меня зовет мясником из Блавикина. Я знаю, кто ты. Мы только поэтому и разговариваем. Как тебе Велин? Я пришел не пейзажи обсуждать. Это зря. Сразу видно, ты тут недавно. А между тем здешние болота и трясины крайне интересные места. Если кто пропадет, так тяжело потом искать. К чему ты клонишь? Многие потеряли здесь близких. Кто жен, кто дочерей. Зачем ты мне это говоришь? Это угроза? Все ж ты не такой сметливый, как я думал. Нет, это не угроза. Вижу, придется говорить прямо. Я знаю, кого ты ищешь. Она попала ко мне не так давно. Была без сил, ранена, а смердела, как шелудивая псина. Фу. Позже мне сказали, что она Спасибо пришла за со стороны подписку. болот. Привет. Сказала, что по пути к деревне на нее напали чудища. Красивая. Ой. Этого еще не хватало. О! Надо уходить. Прикольно. Надо помочь. Ого! Прикольно. Почему я не могу ударить? И? Можешь слезать. Привет, малявка. Ты потерялась? Так, немножко. Ты тоже? Я никогда не теряюсь. Ну да, конечно. А что ты делаешь одна посреди леса? Ищу потерявшихся девочек. Оу, Что с тобой случилось? А, ты про это? Пустяк. Какая она красивая. Скажи лучше, где ты живешь? В Залипье. Там бы тебе все раны залечили. Неплохая мысль. Тогда пойдем, я тебя отведу. И объясню твоим родителям, что нехорошо терять детей в лесу. Мы не сможем. Тут волчий король и его стая. Видишь, что у меня на спине? Этого и волки боятся, и короли. Пойди-ка сюда, я тебя подсажу.
Блин, и мы ничего не собрали с волков, да? Быстро! Спрячься! Прикол. Я не могу ударить почему-то. Почему? Блин. Ой. Поймали. Ой. Ой. По жизни-то я чуть-чуть проигрываю. Ой, 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 восстановить надо. Я застряла! Я застряла! Ой, волк застрял. Два осталось. Я не могу ударить, пока я не телепортнусь. Это почему? Бред какой-то. Это очень... Можно выходить. Ну ты смотрите, я нажимаю на одну кнопку. так не умеет. Что за фигня? А мой умеет гораздо больше. Одна Пойдем. кнопка. Все хорошо? Алло? Классная игра. Глянь-ка, что там лежит. Подожди тут. Не подходи. Но... Никаких «но». Останься здесь, я кое-что гляну. Два бага за одну борьбу. Не могла ударить, пока не телепортнусь. И вот сейчас. Белки красные, все еще влажные. Умер недавно. Рот раскрыт. Губы перекошены. Но язык прокушен. Перед смертью ему, наверное, было очень больно. Фу. Раздавленная грудь. Ребра пробили легкое. Что-то его подбросило и ударило об дерево. Нога оторвана. Или скорее кто-то ее отгрыз. Фу! Жуть какая! Стой там и не подглядывай. Костный мозг высосан. Интересно. Посмотрим. Печени нет. Сожрали? Зачем ты копаешься у него в животе? Посмотри лучше, у тебя шнурки завязаны? Похоже, малявка не выдумала этого волчьего короля. Это волколак. Что с ним случилось? Упал он. Случайно. Ну да, конечно. Это волчий король его подрал. И с каких это пор дети стали такими умными? А что мы будем делать, если он и на нас нападет? Хороший вопрос.
У меня нет серебра, но я могу приготовить масло. Масло? Подсолнечное? Нет, особое. Из собачьего сала, борца, собачьей петрушки и волчьей печени. От него волчьему королю будет очень-очень больно. Какая ты умная. Откуда ты знаешь такие штуки? Тебя тятенька научил? Нет, не тятенька, дяденька. Дядюшка Весемир. Говорите, оружие достать, ребят? Она не достается. Мне не достается пушка. Ну, блять, поскакали с песней, что ли. Давай, девка, иди. Волки, слышишь? Прячься! Быстро! Я вот не могу даже Блядь. Короче, смотрите. Телепортуюсь. А, сейчас могу ударить. Ой-ой-ой. -1. Да какого? Я не туда телепортируюсь! Я... Весело, ладно. Окей, баги так баги. Побагуем, блядь? Чтобы припрыжка сейчас ушла, можно? О, припрыжка ушла. Можешь выходить. Свинья? В таком месте? Значит, где-то рядом есть люди. Погоделали. Да. Свинья? В таком месте? Значит, где-то рядом есть люди. Кого собрать надо? А. И часто родители детей на сладкую тропинку посылают? Брюхов все разодрано. Когти очень мощные, волки бы так не смогли. И вот впереди еще вроде. Отлично, все есть. Осталось найти место, где можно развести огонь и спокойно приготовить масло. Ты что делаешь? Масло для меча. Посмотрим, как действуют рецепты дядюшки Весемира. Масло для... Секунду, мы что, опять в припрыжку идем? Я уже думала. Опять волки. Какого фига мы с тобой сюда идем? Мы же сюда пришли. Веди. Малая. Потерялась.
О, собирай, собирай. Наконец-то. Тут немножко темно. Боишься? А ты? Нет. Нет. Волчий король, теперь ты мне веришь? Верю! Прячься! А что девочка делала? Ой-ой. У меня даже способности нет, алло. А где он? Берегись! Я блок ставила. Ему так насрать на блок. Ой, ему руку оторвала. Ну, лапу. Ну ты даешь. В жизни такого не видал. Да, это я. Малявка, вылезай! У тебя бинты дома есть? И что-нибудь от заражения? Он меня поцарапал. Меня-то нет. А вот хозяин мой, человек серьезный. Он-то точно поможет. Может, даже награду какую даст. За убой волколака-то. Ну ладно, веди к своему хозяину. У тебя в этом месте игрушка залагала, пришлось без масла драться? А долго дрался без масла, интересно? Вот это у них аппетит. Блин, я бы сейчас тоже хлебушка поела. И кого вы мне притащили, а? Это не моя дочь. А вторая? Ни та, ни другая. Дочь-то я узнаю. Та, что постарше, может, и не ваша. Но шибко похожа. Так как? Будет награда. Я Похоже, тебе, сука, нормально. покажу награду. А ну, упердывай отсюда, пока я пса не спустил. Чем больше противник, тем сильнее он плевал на блоки. Не-не-не, без рыбы красной. Ну, Что-то я в последнее время вкусный переела. гуляш? Очень. Спасибо большое. Я не ела уже. Да я вижу. Рад, что нравится. Как подкрепишься, ванна для тебя готова. А потом и поспать недурно, а? Гретка за печкой, а тебе я велю приготовить гостевую комнату напротив кухни. Спасибо. Я... Тихо, тихо, ты ешь спокойно. Мы еще поболтаем, когда отдохнешь. Я приказал своим людям о ней позаботиться и оставил ее отдыхать. А потом? Ну, это уж совсем другая история. Я хочу ее найти, ты понимаешь? И мне надо знать все. Понимаю. Но видишь ли, так получается, что мои дочь и жена тоже пропали. Предлагаю уговор. Найди моих близких, а я расскажу тебе все, что знаю о девушке, которую ты ищешь. Я тебе помогу. Я найду твою семью, но потом ты расскажешь мне все, что знаешь. Вот тебе мое слово. Когда ты последний раз их видел? Они пропали в последнее новолуние. Как сквозь землю провалились. Что значит пропали? Спасибо за подписочку, пропали. привет. Я утром просыпаюсь, а их нет. Ты пробовал их искать? Я людей сразу же разослал, но они на такое дело не годятся. Последний мешок зерна у мужика, вот они из-под земли достанут. А человека в жизни не найдут. А кроме того, в Велине сплошные трясины, заболоченные леса.
Полно укромных мест. Если хочешь А, кого-то поняла, спрятать, лучше края не найти. Тогда да, тогда понятно. Этого все еще мало. Можно осмотреть их комнаты? Зачем? Может, Гоша, я найду там какие-то я следы. поставила так стрим, чтобы перематывать нельзя было. Я чужим не позволю рыться в их вещах. Ты хочешь, чтобы я их нашел или нет? Сегодня скоро буду заканчивать, так что если что, Хочу. можешь пересмотреть. Тогда не мешай работать. Ну, будь по-твоему, но я с тобой пойду. Все равно двери открывать. Можем на этом, в принципе, Знаешь, сегодня, наверное, закончить, кстати. Дочка моя в детстве очень любила зверей. Как-то увидела на стене оленьи рога и... Знаешь, что спросила? Понятия не имею. Папочка, говорит, а у этого оленя попа за стеной. Попа? А. Понял? Да. Если ей кто зло причинит, убью нахер. Ну, так все делают. Конфетка. Вот конфет. Короче, ребят, сохраним. Сохраним здесь. Вот. На сегодня, наверное, будем заканчивать, потому что я не могу, у меня нос течет, и это все бесит. Вот, ко всему мы сколько поиграли? 6 часов. Думаю, за 6 часов прям достаточно неплохо. Вот. Так что да, буду потихонечку, наверное, на сегодня заканчивать. Потом продолжим чуть позже. Вот. Я вся такая пушистая, у меня голова высохла. И она такая пушистая, это жесть. Не забывайте про ссылки внизу в описании. Инстаграм, Телеграм, группа ВКонтактике. Все внизу в описании. Вот, завтра. И завтра у нас стрим будет. Да, есть такое. Так что присоединяйтесь. Буду всех ждать. В группе анонсы. В ТикТоке моменты со стримов. В Инстаграме всякие моменты вне стрима. Все, огромное спасибо всем, кто сегодня был на стримчике. Огроменное вам спасибо. Вот, увидимся на следующем нашем стриме. Тавтология. Здрасте. Вот. Что-то... выздоравливай, Ксюша хочет написать. Попробуйте написать, не перебив Ксюшу, да? Или как, давайте попробуем написать слово «царь», чтобы вас никто не перебил в чате. Все. Огромное вам спасибо, ребят. Всем большое спасибо за поддержку, за лайки, за подписки.